Итак, друзья, всем привет! Сегодня у нас будет очень большой обзор. Сразу в начале, прямо в самом начале видео говорю, пожалуйста, прослушайте начало, потому что я в начале в самом дам информацию, что, зачем, кому и почему нужно посмотреть. Во-первых, вот это вот все вот куча вот разных магнитол. Все в этом ролике у нас сегодня будет. Мы их все будем смотреть, проверять, в том числе вот эту вот Пионер знаменитую. Неважно, смотрите вы этот ролик в первый раз, я вам только что ссылку эту скинул для того, чтобы ответить на вопросы. Или у вас уже есть Android магнитола, или вы уже являетесь моим подписчиком и уже много моих обзоров посмотрели. Это абсолютно не важно. Важно то, что сегодня в этом обзоре мы будем изучать ту информацию, которая есть в интернете. Вы эту информацию, скорее всего, либо видели уже, либо еще только увидите. Я сейчас хочу просто выразить свое мнение на то, какая информация является достоверной, к которой можно прислушиваться в интернете, а какая является не совсем достоверной, к которой лучше не прислушиваться. И, естественно, сегодня мы посетим такие форумы, как FOPDA и Drive 2, покажем, насколько достоверны эти форумы, поговорим о тех видеороликах, которые присутствуют в интернете, поговорим о таких важных вещах, которые задают постоянно вопросы люди, которые приходят с этих форумов потом. Как подобрать магнитолу Android под мою машину, какой усилитель звука нужно выбрать, поговорим о мифах, которые существуют про усилители звука. Поговорим про радиомодули немножко совсем. Коротко объясню про радиомодули, что там есть, на что рассчитывать, на что не рассчитывать. Поговорим про процессоры, поговорим про то, чем эти магнитолы в конце концов друг от друга отличаются, потому что если смотреть обзоры по отдельности, капец, можно запутаться. Я сделаю очень короткую сжатую информацию, она у нас будет именно посвящена тем, чем все-таки отличаются эти магнитолы. Поговорим о версиях Android, какие они бывают, каких их не бывает, что можно встретить, чего нельзя встретить и так далее. Разберем основные мифы, которые у нас разогнаны в сети. Покажем, как оно выглядит на самом деле. То есть вот все визуально сравним, по звуку сравним и так далее. То есть те вопросы, которые наболевшие самые у потребителей, мы все их озвучим. Также я прошу моих подписчиков, которые являются одновременно моими клиентами, пожалуйста, в комментариях подтверждайте, действительная ли информация, либо недействительная информация. Потому что у вас в руках уже есть эти устройства, и вы можете в комментариях написать, что да, действительно, вот оно есть, вот я подтверждаю. Этой информации очень не хватает в комментариях. Есть люди в комментариях, которые стараются максимально расписать опыт нашего взаимодействия и рассказывают, что, как и где было, что у них был, какой опыт печальный до меня, какой был опыт работы со мной и так далее. Но в этом видео очень важно, чтобы вы, если вы действительно сталкивались с нашим продуктом, написали корректную информацию, что да, действительно, да, это так, либо нет, это не так. И еще одна просьба. Я максимально бы хотел, чтобы мои ролики просматривали те люди, которые еще не купили устройство, которые еще не сделали там плохой выбор, не купили там у каких-нибудь мошенников и так далее. Я не говорю, что именно у меня надо покупать, просто порой покупают такую чушь втридорога, что лучше бы уж сходили на AliExpress. И мне очень хочется, чтобы эти люди видели мой ролик до того, как купили, а не после того уже, как купили. Они начинают искать решение проблемы и потом попадают только ко мне на канал, потом говорят: помогите, помогите. А что уже помогать, уже поздно, уже все куплено. Для YouTube очень важно, если вы вот этим видео поделитесь, то есть оно будет его воспринимать как максимально полезное. И благодаря этому оно будет показываться большему кругу людей, чтобы другие люди, которые еще не сталкивались с моим каналом, могли его увидеть тоже. Поэтому, если вы считаете, что видео было полезным, пожалуйста, сделайте так, чтобы этим видео поделиться. Не обязательно отправлять его каким-то знакомым или еще кому-то, что будет, конечно же, плюсом, если вы хотите реально с кем-то поделиться. Просто нажмите кнопку «Поделиться», там, не знаю, отправьте самому себе на почту, либо самому себе в WhatsApp. Не суть. Просто это очень поможет для продвижения видео. И не обязательно это делать сейчас. Если вы увидите в этом ролике какую-то информацию, которая для вас новая, чего вы не знали, что вам действительно оказалось полезным, либо вы думаете, что это будет полезно другим людям, пожалуйста, помогите это видео распространить максимально. Буду очень вам благодарен. Также другие люди будут вам за это очень благодарны.
Итак, почему я в принципе вообще этот ролик снимаю? Во-первых, потому что люди приходят на наш канал, надо как-то сказать мягко, уже после того, как начерпались информации в других местах, и порой эта информация является настолько недостоверной, то есть они вот прямо покушали вот это вот вещества фекального, и все такие счастливые, там по уши вот в этом, приходят ко мне такие: нам нужно вот это, вот это, вот это, но только чтобы оно было вот это, вот это, вот это. И ты понимаешь, что если тебе этого человека переубеждать, то ты, во-первых, только время на него потратишь, а во-вторых, он тебе еще и не поверит, ну, потому что кто ты такой для него? Он уже черпнул нужной информации с нужного источника, и все, что он после этого услышит, он не воспринимает просто. И поэтому очень важно показать на практике, что является действительной информацией, что недействительной. Этим мы сегодня и займемся. И еще также комментаторы, которые там выкладываешь видео, они у тебя под видео пишут там, что ты снимаешь шляпу, что есть там намного лучше и так далее. Тут я что могу сказать? Если вы где-то купили какое-то плохое устройство, и вы видите, что на видео это устройство похоже на ваше, это не значит, что они абсолютно одинаковые. Мы сегодня про это обязательно говорим. Для этого был взят Пионер, передовой наш. Я сейчас видео записываю уже после того, как все поснимал, все потестировал. Этот Пионер не самый плохой, который можно купить в интернете. Не самое плохое, как сказать, качество, которое можно взять Пионер. Бывает еще хуже. Не дай бог вы на них еще и нарвете. В общем, то, что выглядит одинаково на первый взгляд, на самом деле внутри оказывается далеко не похожим друг на друга. И сегодня мы об этом тоже поговорим. Я снимаю видеоролики для того, чтобы показать, как оно работает. И если вот я показал, что оно вот так работает, оно так и работает. И люди, которые приобретали это устройство, они подтверждают, что да, действительно оно работает точно так же, как в обзоре. Далее, есть магнитолы бюджетные, четырехъядерные. Они слабенькие сами по себе. И есть магнитолы, которые лучше них. Я с этим никогда не спорю, но я снял видео про эту бюджетную магнитолу не для того, чтобы сказать, она суперская, она классная, я никого не обманываю. Я показал, вот она вот так работает. Устраивает вас или берите. Люди есть абсолютно разные. Об этом я тоже в своем ролике проговорю. Кому-то нужно просто вот, чтобы поставить в устройство, оно показывает какие-то картинки, и все, и для него это вот сверхсчастье будет, потому что он там ездит где-то в маленьком населенном пункте, он его наизусть весь знает, ему даже навигатор не нужен, у него может быть там даже ДПСники все знакомые. Не надо судить по себе и выставлять свое мнение как эталонное, это во-первых, а во-вторых, если вы приобрели устройство, допустим, за 25 тысяч, и потом говорите, а вот это вот шляпа, я таких людей вообще в принципе презираю. Почему? Сейчас объясню. Это для меня то же самое, что вот человек ездит на Мерседесе и говорит там, это шляпа, Kia шляпа, Largus шляпа, все вот это вот шляпа. Если вот он так говорит, это просто понторез, который там что-то купил хорошее, и сейчас гордится вот этим. Таких людей никто не уважает. У каждого человека свои потребности и свои возможности. И я пытаюсь максимально дать информацию, то есть показываю, вот это работает вот так, вот это работает вот так, это стоит столько, это стоит столько. Вот ключевая задача моих роликов. Я никого не пытаюсь обмануть. Вот если вы, допустим, возьмете ролик про магазин Крапива, который я снимал, вот там видно, что продавец берет реально дешевую бюджетную магнитолу и втюхивает ее в 2 раза дороже, чем она стоит. Давайте сразу поговорим вот про этот Пионер, как его продают наши любители натрындеть. Есть магазины, которые продают по такой средненькой цене, выдавая его за нормальную магнитолу. А есть вот такие вот продавцы, как Крапива, которые продают его по 12 600. Лучшая магнитола в сегменте 7 дюймов 4,64. Давайте посмотрим видео, в котором он показывает, как работает. Вот видите, она 4,64, Пионер 7, 9, 10 дюймов, 4,64. Смотрите, как она у него работает. Быстренько по лазерам. Все. Перед, зад, лево, право. Отлично, стандарт. Вот, смотрите, просто это гений продаж, мой любимый чепушила, который называется Крапива, продает бюджетную магнитолу, у которой цена, я раньше думал, там 7-8 тысяч она может стоить, но вот после того, как он этот аквалайзер показал, у которого вот это вот интерфейс от нормальной магнитолы стоит, а на самом деле вот это то, что Пионер, то, что я вам показывал.
без эквалайзера, он его без звука тестирует и говорит: вот смотрите, баланс слева-право, а где звук-то, товарищ балабол? Все, есть готовые пресеты, можно также подсветить радио. Как рассказывать, смотрите, Да, отлично. все работает. Так, дальше. Ясно дело, Bluetooth, радио, видео, YouTube. Любые платные приложения можете скачивать бесплатно с интернета. АПК файлами есть интернет, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, работает навигация. Есть навигация Google карт, также можете установить Яндекс навигацию. Ничего не лагает, не тупит. Так, по настройкам. Это из серии «Джентльменам верят на слово». Прошлый ролик, который я выкладывал про него, сейчас откроем. Вот он ролик, который я про него снимал. Там тоже была модель Пионер, только она была не за 12600, а за 13600. Я показывал, как он продает бюджетные отстойные магнитолы под видом, будто это нормальная магнитола в максимальной комплектации 4,64. Это балабол, балаболище, балабольный. Если хотите, можете этот ролик посмотреть, но суть в нем такая же, что он продает за 14 тысяч магнитолу, которая стоит 7-8 тысяч. Я тебе продаю, а ты втридорога продашь людям. Это бизнес. И он оставил здесь у меня комментарий. Здесь он оставил комментарий. Ахаха, здравствуйте, благодарю вас за такой подробный видеообзор. Мне очень приятно, что моя деятельность у вас такой шквал эмоций, что вы аж решили записать видеообзор. Клиенты покупают Пионер ОК, а не Пионер, и они об этом знают. Также Пионер ОК является вот эту шляпу, которую он тут написал, можете почитать. И, соответственно, таким людям я отвечаю очень жестко. Ты втираешь мне какую-то дичь. Продает шляпу всякую втридорога. И потом мне говорит: удачи в ваших начинаниях. Я начинающий блогер для него, который решил на нем подняться. И вот здесь вот он пишет: клиенты по вашей манере общения сделают больше выводов, чем от вашего видео. Мне срать на тебя, ты чепушила для меня, я к тебе буду относиться как к чепушили. Я рос и воспитывался в таких условиях, что если мне в глаза какое-то чмо врет, я ему об этом в глаза также и скажу. Собакам на хвост наступишь, поймаешь их за хвост, они начинают визжать: меня обидели, меня оскорбили, посмотрите, он плохой. С такими людьми, как вы, только так и надо поступать. Вообще загнать бы вас всех в яму в одну. Мое вот такое вот мнение про таких продавцов. Про свою манеру общения, что я хочу сказать. Да, действительно, я вот так вот отвечаю тем людям, которые грубят, хамят, высказывают сомнения в мой адрес необоснованно. Если у них есть какие-то обоснованные доводы, я готов выслушать, но, как правило, они ничего сказать не могут, просто переходят на оскорбления и так далее. И что могу сказать, какой тут контраргумент самый главный? Со своими поставщиками я всегда общаюсь точно в такой же манере. Если они пытаются подсунуть мне говно, то я им в открытую об этом и говорю. Вот с этими как раз товарищами я и борюсь, которые показывают, будто бы эта бюджетная магнитола может работать суперски, бомбово, она почти самая максимальная, которая есть на рынке. Я пытаюсь показать то, что есть на самом деле, ничего не утаивая, ничего не скрывая. Если я вам говорю, что, допустим, бюджетная магнитола, она бюджетная, она вот так работает, она может притормозить, это все я проговариваю в роликах. Если я говорю, допустим, что вот эта вот четырехъядерная магнитола работает очень хорошо, это потому что я ее сравнивал вот с такими вот кирпичами, сравнивал с тем, что продается на рынке, и я вижу, что она работает лучше, чем вот остальное вот это вот дешевое китайское говно. Именно поэтому я говорю, что она лучше относительно своих товарищей, которые стоят, может быть, даже дороже, а по качеству они гораздо хуже. И поэтому, если вы где-то покупали вот таких вот устройств, вот таких вот, а потом говорите: о, я такую уже видел, у меня такая есть, и она говно. Это говорит только о вашем опыте, о вашем личном опыте. Я пытаюсь быть человеком, который размышляет объективно. И сегодня мы про все про это поговорим. И про комментаторов, и про усилители, и про звук, и так далее. Четырехъядерные магнитолы, я не говорю покупайте только их. Я говорю, если она вам не понравилась, посмотрите что-то подороже. Вот медиум магнитола есть, допустим, да, с 8-ядерным процессором. Не понравилась медиум, пожалуйста, для тех, кто хочет больше, есть магнитола серии плюс, есть магнитола серии премиум. Пожалуйста, все это есть, и все это доступно. Вы можете выбрать между собой. Вот ключевая задача моих роликов, чтобы вы могли выбрать, подойдет вам это, подойдет вам это, подойдет это, или подойдет это. И не надо, допустим, увидели четырехъядерную магнитолу, а вы ездите, допустим, с серии премиум, не надо писать, что она шляпа.
Это для вас она может быть шляпа, а у другого человека есть бюджет 7000 на магнитолу. И никто не имеет права, если человек, допустим, ходит также с айфоном, да, с 14 и ходит, говорит, Xiaomi шляпа, там, и эта шляпа, называет все, что дешевле, там, 20 тысяч шляпой. Конечно, с таким человеком общаться никто не захочет. Это обычные понторезы. И понторезов я на своих канале никогда уважать не буду. Только объективные высказывания. Как видите, у меня тут на столе уже коллекция из разных магнитол. Тут и 7 дюймов, и 9 дюймов. Тут и плюс у меня, и бюджетная, и медиум, и премиум. Еще я готовлю у нас обзор вот по такой магнитоле. Это у нас типа Tesla. Размер у нее 9,7 дюймов, только она у нас вертикальная. По ней будут обзоры. Почему я к ним раньше не приступал? Потому что в основном Tesla у нас в России завозят бюджетные, а продают их тоже по цене по космической. Но немножечко с этими Теслами мы разобрались. И у нас будет как минимум обзор на 2 Теслы. Речь сейчас не о них. Магнитол есть многое количество. После моего лирического выступления, извиняюсь, конечно, за него, если оно такое долгое, мы сейчас переступим к той самой информации, как выбрать Android магнитолу под свой автомобиль. Итак, в общем, как я и говорил, я решил пойти по пути клиента. Решил вот просто задать поисковику, как выбрать магнитолу Android. Тут, конечно же, у нас сначала выдается реклама. Сайт FOPDA выдает, и вот сайт Drive 2. Сейчас мы по этому пути с вами пойдем, и я вам покажу, кого слушать не надо, на что внимание можно обратить, а какие советы дают не совсем грамотные люди. Давайте, поехали. Начнем с самого первого вопроса. Какая Android магнитола подойдет в мой автомобиль? Я ролик такой сделал уже, как выбирать Android магнитолу именно под свой автомобиль, встраивая его в начале каждого своего ролика про обзор какой-нибудь Android магнитолы. Как бы я ни старался, прямо вот под этим видео я в самом начале говорю следующие слова. Задают вот именно таких вопросов, как подобрать магнитолу под свой автомобиль и подойдет ли эта магнитола ко мне в машину. То есть прямо даже вот в начале ролика вставляешь инструкцию, тут же под роликом кто-нибудь пишет комментарий, она подойдет ли в мою машину. И прямо вот под этим роликом вот такой вот комментарий. На Volkswagen Polo Liftback есть магнитола. Я устал уже на один и тот же вопрос отвечать. Людям просто лень даже посмотреть тот ролик, который я им показываю. Даже вот в этом ролике есть информация. Я рассказываю именно про такого человека, и тут же он пишет комментарий. Есть ли магнитола вот такая вот под мою машину? Все, это просто трэш. Давайте начнем вот с форума Drive 2, где тут есть такой человек, который посоветовал, как выбирать Android магнитолу под свой автомобиль. Объясняю сразу. Drive 2 форум очень авторитетный и очень уважаемый. Но в чем минус любого абсолютно форума? Приходит человек, который умеет нажимать на клавиатуру, знает там русские буквы какие-то, может их друг за другом выстраивать. Этот человек может написать пост, и Drive 2 его просто у себя разместит. Дальше его пост может кто-то поддержать, может кто-то не поддержать. И так как на него натыкаются в основном новички, которые приходят за поиском информации, не за проверкой информации, а именно за поиском, они натыкаются вот на такие вот посты, могут наткнуться. То есть тут сам форум Drive 2 ни при чем. Конкретно вот человек берет и выкладывает такую информацию. Почему я начинаю именно с этого поста? Ко мне, допустим, обращаются в объявлениях, либо в личку там люди спрашивают, а мне нужна магнитола под такую-то, такую-то машину. Я им скидываю видео, говорю, вот посмотрите инструкцию, делайте по инструкции. Они мне отвечают, я не хочу покупать магнитолу с рамкой, мне этот колхоз нахрен не нужен. Конечно, с таким человеком я уже не работаю, я не создан для того, чтобы кого-то перевоспитывать. Я говорю, ок, покупайте там, где считаете нужным. Все, вообще вопросов никаких нет. И когда я начинаю искать, откуда ноги растут, откуда у них такие высказывания, мы приходим вот сюда на Drive 2, который выдает в верхушке поиска, и смотрим мнение человека. Вот он говорит, сразу предупрежу, все написанное ниже личное мнение автора. Ваше мнение может отличаться от него. Дальше, вот.
Самое главное, что вам нужно смотреть, это корпус. Он должен болт-он подходить к вашей машине, то есть без каких-либо дополнительных рамок. Другими словами, магнитола должна быть сделана именно для вашего автомобиля. В какой чудо-стране живет этот автор, я не знаю. И он тут для примера приложил два вот этих варианта. Плохо, 7-дюймовая магнитола с коробочкой. Хорошо. И вот это вот хорошо, это как раз таки 9-дюймовая магнитола, которая уже встроена в рамку. И когда он говорит без каких-либо дополнительных рамок, это значит, что уже какой-то продавец взял магнитолу, взял рамку, соответственно, накинул на это цену и продал. Не слушайте вот этот вот совет. И, по-моему, где-то в комментариях тут были вот именно такие отзывы, что если ты купил магнитолу с рамкой, то это колхоз. Вот эта магнитола с рамкой, вот эта магнитола с рамкой. И вон тут написано, что она хорошо. Просто человек далек от правды. Сам по себе, он не разбирается. Он просто решил выложить свое мнение. Откуда он взял эту информацию? Я вам скажу, откуда он взял эту информацию. На Алиэкспрессе продаются магнитолы сразу же с рамкой. Некоторые наши продавцы в России решили использовать такую же тактику. Они продают магнитолу сразу же с рамкой. И если вы в поиске ведете, допустим, магнитола, Android, Hyundai, Solaris, вы наткнетесь именно на такие магнитолы. Вот и написано штатная магнитола для Hyundai Solaris, штатное головное устройство для Hyundai Solaris, штатная магнитола. Это все магнитола, блять. Это все магнитола в рамке. И если вы ее купите, скорее всего, что вам придет магнитола в коробочке, рамка в отдельной коробочке. Вам их один хрен придется собирать. Так что вот этот конкретно совет, вот конкретно вот на этом сайте, этот совет вообще глупый. То есть человек предлагает купить магнитолу с рамкой, но при этом говорит, что магнитола должна быть без каких-либо дополнительных рамок. Сам себе противоречит. Потом он сделал вывод, что единственная магнитола, которую стоит смотреть, это примерно $250. То есть человек купил каких-то 2-3 магнитолы, они ему не понравились. И вот последнюю он взял за $250 и сказал: все, вот за $250 магнитола отличная, и я всем ее советую. Этот человек высказывает субъективное мнение. Экспертом по Android магнитолам он не является. Все, что он тут высказывает, он либо почитал сам где-то на форумах и взял сюда, выложил. Вот эти вот все высказывания, берите минимум с 4 гигабайтами оперативной памяти и так далее. Вот тоже вот эти вот люди, которые начитались информации, приходят с шоколадным ртом ко мне, с ними желания работать уже не очень особо нет. Ой, я просто читал этот пост весь полностью, я прочитал всю информацию, он тут собрал информацию о процессорах и так далее. Все вот это вот сделал, молодец. Разрешение тут поставил, молодец. Но в принципе, как сказать, если пост начинается вот с такого вот с таких вот выводов про рамки, которые не являются действительностью, я, конечно же, уже дальше читать желания нет. Просто либо он кого-то рекламирует, либо он опять-таки купил там себе 2-3 устройства и на этом основании сделал вывод. Все остальное как бы, ну, неважно. Вот, а если же мы зайдем на форум ФОПДА, вот здесь на форуме ФОПДА точно так же, как я и говорю, поддерживается вот эта информация, что нужно покупать переходные рамки. Здесь форум ФОПДА делает свое дело четко. Вот здесь у нас пользователь выложил пост, как выбирать Android магнитолу. Ответ, как подобрать магнитолу Android именно под свой автомобиль, начинается вот именно с этого момента. Должны вообще понять, подойдет ли вам 7 дюймов, 9 дюймов или 10 дюймов. Может быть, под вашу магнитолу есть даже там Tesla какая-нибудь рамка и так далее. Первоначально, что вы делаете, выбираете размер. Заходите по нашей инструкции, она у нас есть на канале, так называется, как выбрать магнитолу Android под свой автомобиль. Заходите, выбираете рамку, не слушайте вот этих вот деятелей, которые вам рассказывают, что если вы купили магнитолу с рамкой, это колхоз. Это все информация, которая не соответствует действительности. А выдается она у нас в поиске примерно на самом верху. Так что имейте в виду, первое, что вы делаете, выбираете размер. Дальше под этот размер вы ищете магнитолу. Итак, сайт Drive 2 по вышеуказанным причинам не закрываю, я его больше использовать не буду.
Не потому что сайт Drive 2 меня не устраивает, а потому что эта тема высосала из себя все, что можно. Далее, после того, как вы определились с размером, что нам советуют изучать все форумы, продавцы и так далее. Они советуют изучать подбор своей магнитолы с выбора процессора. Я считаю этот шаг неправильным. Объясню сейчас почему. Тот, кто выкладывает информацию на форумах и так далее, он все равно делает это субъективно. Он выбирает не относительно вас как человека, а относительно себя, как бы он сделал, с его знаниями о магнитолах и с его бюджетом. То есть он уже какие-то магнитолы попробовал, сделал вывод, что для него подходит вот именно вот это вот устройство. И советует вот именно сделать вот так. Это мнение называется субъективным. Это то же самое, что, допустим, человек взял себе Mercedes и начинает говорить там Hyundai не берите, там Kia не берите, Matiz не берите, ну и так далее. Потому что он уже поездил на Mercedes, он хочет ездить на Mercedes, у него средства позволяют на это. И в том числе вот такие вот советы, а вот эта магнитола лучше, чем вот это, а вот это лучше, чем вот это. Без разницы, у кого что лучше. Я называю таких людей капитан очевидность. Вот он приходит, смотрит обзор на магнитолу, говорит, а вот это вот лучше. Естественно, она лучше, только ты забыл сказать, она стоит на 22 тысячи дороже. Она стоит на 22 тысячи дороже, ты вот с этого начни. И трехкомнатная квартира лучше однокомнатной квартиры. И Mercedes лучше, чем Largus. Просто надо сравнивать конкретно у человека есть определенный бюджет и определенные потребности. Нахрена одинокому человеку, который живет без жены, без детей, и приходит домой только ночевать, трехкомнатная квартира? Естественно, он купит себе однокомнатную. Поэтому таких вот советчиков под каждым роликом приходит десятки, не знаю, там, устал с ними уже бороться, устал, записывать это видео вот в первую очередь из вот таких вот советчиков. А вот это лучше, а вот это лучше. Не надо говорить то, что лучше, человек сам для себя решит, что ему лучше. До процессора мы обязательно еще дойдем, про процессора мы обязательно еще поговорим. Но первое, с чего нужно начать, это вопрос, зачем вам вообще нужна магнитола. То есть, я какие вот случаи для сравнения могу сказать. Человек у меня заказывает магнитолу, спрашивает, ну там какая получше, я говорю, вот в этой можно навигатор на главный экран выведить. Он мне, зачем навигатор? Я свой родной край хорошо знаю. Мне не нужен вообще навигатор, в принципе, на магнитоле. Ну, видяшки там какие-то хочу прикольные и так далее, чтобы можно было смотреть. Мне не нужен даже навигатор на этой магнитоле. Вопрос, зачем вот этому человеку покупать магнитолу, там самую навороченную и так далее, с виджетами на главном столе, она ему вообще в принципе не пригодится. И я встречал таких людей, вот я, допустим, сейчас живу в крупном городе, когда приезжаешь в мелкий город, садишься в какое-нибудь такси, там у таксиста стоит обычная бюджетная магнитола, он на ней включил аудиоплеер, у него флешка там воткнута, она там играет, какие-то картинки показывает, все, ему больше она ни зачем не нужна. И в первую очередь нужно понимать, кто вы и что вам нужно за устройство. Если вам нужна магнитола для решения простых задач, то вполне возможно, что вам подойдет и бюджетная. Если вы любитель автозвука, конечно, ни одна магнитола там, с ценой там, ниже 15 тысяч вам не подойдет. В первую очередь нужно определиться вам самому, для чего вам нужна эта магнитола, что вы собрались на ней использовать. Основная потребность среднего потребителя – это включить музыку, раз, включить навигатор, два, ну и может быть еще включить видео, три. Все. То есть этим набором функций обладают все магнитолы, бюджетные, небюджетные. Остальное уже, если у вас запросы больше, выше, допустим, вы каждые 5 минут начинаете что-то тыркать в магнитоле и переключать, конечно, тогда вам нужна магнитола помощнее. Пока это все выглядит абстрактно, но я сам факт сказал. Первый вопрос, который вы должны себе задать, что вы сами хотите от этой магнитолы. А потом уже переходим к следующему вопросу. Следующий вопрос – это ваш бюджет. Потому что если мы, допустим, заходим на форум ФОПДА, тут начинают советовать, возьмите на таком-то процессоре, с таким-то усилителем. Никто не написал, сколько это удовольствие вам будет стоить. Никто не написал. Навскидку скажу, 25 тысяч, то, что тут советуют, будет стоить 25 тысяч. Готовы ли вы потратить такую сумму на эту магнитолу? Не готовы. И большинство людей после того, как прочитают форум ФОПДА, с грустью, с печалью, с тоской разворачиваются и говорят, ну и нахрен, ну и поезжу с обычной магнитолой.
Большое спасибо за совет. Второе, что вы должны понять, это ваш бюджет. Если у вас возможность потратить 10 тысяч магнитолу, не скупитесь и не покупайте магнитолу за 6 или за 7. Может быть, вы посмотрите там обзор нормальный, посмотрите и решите, ну ладно, 10 у меня есть, но я подкоплю еще, вот куплю за 14, вроде разбег небольшой, а разница в устройстве уже будет большая. Второе, что вы должны понять, это то, какой у вас бюджет на Android магнитолу. Запомните, что выше головы вы никак не прыгнете, и в любом случае вам придется подбирать устройство под свой автомобиль. Как только вы на эти первые два вопроса ответили, уже только тогда мы переходим к остальным вопросам, которые у нас есть. Еще на что вы можете наткнуться? Видео от продавцов. Вот я приводил примеры, где у нас продавец крапива. То есть вы можете наткнуться на множество видео от продавцов, от любителей, от тех людей, кто купил себе какое-то устройство, выкладывает отзыв там и говорит, вот я это не рекомендую, а рекомендую брать вот это. Ну тут примеров не буду приводить, их очень много вот таких роликов. То есть видео, которое снято на каналах, в основном такого же качества, как и магнитолы в стране. То есть примерно 70% у нас устройств заводится дешмань, которую пытаются выдать за более качественное устройство. И видео у нас точно такие вот. Я вот на этой странице не зря остановился. Единственный адекватный человек, вот, на которого я наткнулся, это вот этот вот человек из Питера. Он точно так же сравнивает магнитолы на практике, но он там просто как бы включает приложение, несколько там разных, и рассказывает о процессоре. Он в принципе говорит все правильно. Он также тут сравнивает магнитолу с Алиэкспресса, включает ее в конце и показывает, что действительно устройство с Алиэкспресса хоть и выглядит очень-очень похоже, но по работе оно отличается очень сильно. То есть вот это единственный человек, которого я могу рекомендовать послушать. Вайкар Про. Однако, да, с чем я тут не согласен с ним, он там в середине видео говорит, что лучше брать там 6 гигабайт, 4 гигабайта, потому что в будущем там тара-та-та приложение тоже это часть, большинство информации вот от этого человека можно впитать, а вот эту информацию просто как бы имейте в виду. Тут надо, говорю еще раз, исходить из себя, какие вам нужны приложения, которые требуют 6 гигабайт оперативной памяти. То есть этот человек рассказывает полностью там все объективное мнение, сравнительное и так далее, сравнивает, показывает, а потом раз и переходит на субъективное, то есть то, что он сам лично для себя выводы сделал. Ну, и сказать, что он не прав, нельзя, потому что, ну, так оно и есть, там что-то улучшается и так далее. Но с другой стороны, большинству людей даже не нужно то, что он предлагает. Это уже лишнее. Плюс посмотрите там какой ценовой диапазон у него в видео и сами делайте выводы. Это, говорю, единственный вот человек из всех видео, которых я смотрел, которого еще можно послушать, потому что он тоже сравнивает устройство на практике. Мы сейчас будем давать еще информацию, другую. Итак, смотрите, мы определились, значит, с размером, определились с бюджетом, и после этого мы уже переходим к устройству, к самому, смотрим, что нас в нем может заинтересовать. Перехожу к форуму ФПДА. Когда я год назад примерно смотрел эту информацию на форуме ФПДА, тут еще немножко было другое, но примерно 90% информации здесь правдивая. И с чего я тут хочу начать? Такого же вопроса, который мне тоже практически ежедневно задают. Итак, вот этот вопрос. То есть они смотрят видеообзор под мои устройства, которые я там выкладываю. И тут же задают вот примерно такой же вопрос. Хочу купить устройство Жимбельсунь за $47. Постоянно увидят что-то там на Алиэкспрессе. О, цена 4500. Интересно, а что же он про него скажет? Подскажите, как оно будет работать. Мне нужно радио, камера заднего хода и иногда навигация. Самый распространенный вопрос. Мне нужна камера заднего вида и иногда навигация. И вот человек отвечает, вообще прекрасный ответ. Работать будет, но как устройство за $47. Не ждите от него звучания, стабильности и качества. Если вы увидели где-то что-то там с неизвестным, непонятным названием, маркировкой и так далее, рискуйте, вкладывайте свои личные средства, покупайте, тестируйте. Если оно вам понравилось, если вы прониклись доверием к этому Жимбельсуню, покупайте, вкладывайте свои средства. Я в свое время уже навкладывался, напроверялся. Я беру только в проверенных местах. И тестировать все магнитолы, все названия я не собираюсь.
Теперь давайте поговорим о самых главных мифах, которые пользователи находят в результате поиска по видео, по форумам и так далее. То есть у нас такой очень распространенный миф про оперативную память. То есть множество людей в видео, дилетанты, учат выбирать магнитолу Android по оперативной памяти. Есть такие люди, которые приходят: мне нужна 8 гигабайт оперативки. Я ему задаю вопрос: а почему 8? Потому что у меня друг купил с 6 гигабайтами оперативки, и она у него тормозит. Так что я хочу сказать: если вы купили магнитолу с 6 гигабайтами оперативки, и она у вас тормозит, то тут есть несколько вариантов. Первое, эта оперативка не настоящая. Второе, у вас очень тупой процессор, который в принципе не может работать там с 6 гигабайтами оперативной памяти, и поэтому она как бы вас тупит. Но в любом из этих случаев вас просто развели. Вы купили магнитолу на 6 гигабайт оперативной памяти, и она вас тормозит. Это не значит, что вам надо покупать магнитолу с 8 гигабайтами оперативной памяти. Я уже выпускал ролик на эту тему, что вот магнитола премиум с 3 гигабайтами оперативки обгоняет все магнитолы предыдущего поколения. Хоть там 4 гигабайта, хоть 6 поставь, магнитола с 3 гигабайтами оперативки по показателям обгоняет их всех. Выбирать магнитолу Android по оперативной памяти не нужно. В первую очередь на скорость и работу и производительность Android магнитолы влияет процессор. Главное, на что мы будем смотреть, это процессор. Про оперативную память давайте пройдемся коротко. Воспользуюсь форумом FOPDA. Ну, тут написано: скупой платит дважды. Это, конечно, все правильно. Дороже не всегда лучше. Запоминайте. Полностью согласен. Дороже не всегда лучше. Не бывает идеальных ГУ. 100%. Напоминаю немножко всем, что все магнитолы Android, которые сейчас есть на рынке, они все китайские. Вся эта масса, которая есть на рынке Android магнитол, это китайские Android магнитолы. Не надо думать, что если вы купите какой-нибудь TI за 60 тысяч или еще что-то там за 80, то у вас не будет с этим устройством проблем. Может в легкую, вот как у нас было это пару раз, в Китае китаец какую-то прошивку обновил, что-то там нововведение сделал, протестировал у себя, выложил это все. Запустили после этих тестов, значит, в производство, поставили там 3000 плат на такой прошивке, а потом они приходят в Россию, и оказывается, что что-то где-то там работает некорректно, виджет слетает, язык неправильно переводится, Алиса перестает говорить. Я тебя не звал сейчас, спасибо. Может она перестать говорить, потому что китаец тестировал это у себя в Китае на тех файлах, которые есть у него, а у нас в России уже эти файлы давно обновились в наших приложениях, и они уже не применяются. Такое может быть. Неважно, где вы купили это устройство. В подвале, на Алиэкспрессе, в хорошем магазине, у крупного бренда. Такое может быть, как и на всех устройствах. Обновили, что-то перестало работать. Либо наоборот, может быть, разработчик приложения, допустим, того же самого Яндекс.Навигатора обновился, там что-то сделал, все, и после этого оно стало несовместимым с вашим устройством. Почему? Потому что разработчики оптимизируют свои приложения под телефоны, под планшеты. Никто не думает оптимизировать под Android магнитолы. Версия Android в Android магнитолах, хоть она, допустим, там 10, и на телефонах 10, хотя на телефонах уже дальше 10, давно версии Android ушли, у вас все равно может возникнуть конфликт этого приложения с Android магнитолой. Именно по этой вот причине не бывает идеальных ГУ, не бывает идеальных магнитол. За сколько бы вы ее ни купили, не думайте, что она там, если вы купили магнитолу за 30 тысяч рублей, часто люди ошибаются, то она вам минет за эти деньги будет делать. Нет, она может лагать ее. Ну, не в том смысле тупить или тормозить, а у нее могут быть какие-то конфликты с приложениями, которые есть на нашем Play Market, либо раньше вы этим приложением пользовались, а тут оно раз и перестало работать. Точно так же, как производители. Если, допустим, на платформе Toffee она может работать, это приложение, на платформе Fit это приложение уже работать будет по-другому, либо с косяками. Все, вот эта информация про оперативную память. И вот здесь вот 3-4 гигабайта вполне достаточно.
памяти в ЗУ забито максимум на 2-3 гигабайта. Брать 6 абсолютно нет смысла, только если вы не покупаете про запас. Лично вот этот человек рекомендует брать 4 гигабайта. Итак, внимание, вот эта информация, она достоверна, но сейчас я вам дам чуть-чуть, маленечко еще новый вброс. Есть магнитолы с 1 гигабайтом, с 2 гигабайтами, там, с 3, с 4 и так далее. Как я уже говорил раньше, эта оперативная память может быть не настоящая, ее нужно проверять. Это одно. Что я хочу донести? Оперативная память, она должна подбираться под процессор. То есть, если вы имеете, допустим, 4-ядерный бюджетный процессор, то на нем будет установлен Android 8.1, ну и он еще урезанный там немножко. То есть, этот качественно урезанный Android, он занимает немного, то есть там только 0,4 что ли гигабайта оперативной памяти, и у вас для работы ваших приложений остается 0,6 гигабайта оперативной памяти. То есть одно-два простых приложения, либо одно сложное приложение он сможет обслуживать нормально. Тут 1 гигабайта памяти будет достаточно. Если вы возьмете на 2 гигабайта с 4-ядерным бюджетным процессором, то у вас, конечно же, там больше задач появится, вы сможете 2-3 приложения запускать, чтобы они одновременно нормально работали. Если же мы берем магнитолу Android класса Medium, Plus или Premium, там стоят 8-ядерные процессоры, и там стоит уже не 8-й Android, а 10-й. 10-й Android занимает больше места. Он может занимать примерно там, если простенький Android, 0,9, 1 гигабайт оперативной памяти, как на серии Medium он подрезанный, он где-то 0,8, 1 гигабайт занимает. Либо, допустим, на серии Plus уже стоит Android 1,3, 1,5 гигабайт, он занимает оперативной памяти. Там больше функций, больше настроек, и поэтому система Android требует больше оперативной памяти. То есть, если мы, допустим, возьмем магнитолу серию Medium с 2 гигабайтами оперативной памяти и магнитолу серию Plus с 2 гигабайтами оперативной памяти, то так как в первом случае версия Android урезанная, там свободной оперативной памяти 1 гигабайт, а может быть даже и чуть больше. А во втором случае там версия Android не урезанная, и там свободной памяти 0,6, 0,7 может оставаться всего лишь оперативной. И именно по этой причине магнитола с 2 гигабайтами оперативки более продвинутой серии, да, серии Plus, она может в какой-то момент хоп, какое-нибудь приложение подтупить. Хотя магнитола серии Medium будет при этом работать. Это вот что вам нужно знать про оперативную память. И, конечно же, вам нужно подбирать оперативную память под свободную. То есть, если вы берете магнитолу Android серии Plus, вам лучше все-таки взять 3 гигабайта оперативной памяти. Вот что я хочу сказать про оперативную память. Остальные правила, которые написаны блогерами там какими-то и так далее, что там нужно брать не меньше 4, не меньше 6, это все уже такое, знаете, посредственное, там, придирательство и так далее. Единственное, что я могу сказать, что на версиях с 6 гигабайтами оперативной памяти используется другая оперативная память более лучшего качества, она более быстрая. И, соответственно, работать эта магнитола будет быстрее, но не из-за того, что у вас 6 гигабайт оперативной памяти, а из-за того, что сама память оперативная более лучшего качества, она работает более быстро. И вот тут, после того, как я эту информацию дал, я вам скажу еще раз. Почему у одного человека магнитола с 2 гигабайтами оперативки работает нормально, а у другого человека магнитола с 2 гигабайтами оперативки, не фейковыми, работает хреново. Потому что есть такой показатель, как скорость работы оперативной памяти, скорость обработки информации, скорость чтения, скорость записи, неважно. В общем, скорость оперативной памяти самой по себе может отличаться. Если вы покупаете магнитолу на каком-нибудь AliExpress, вы проверили, там действительно 2 гигабайта оперативной памяти. Вы радуетесь, но вы рано радуетесь, потому что эта оперативная память пролежала на каких-то там складах, черт знает, пойми с какого года. Может быть, она даже вообще бэушная туда впаяна. И поэтому она у вас начинает топить и тормозить, потому что процессор как бы хочет больше работать, а оперативная память не позволяет, она начинает тормозить. Вот что еще вам нужно знать про оперативную память. 2 гигабайта не всегда равно 2.
То есть у вас и так может быть занята система Android много места, а это оставшее место, оно еще и притормаживает, потому что само качество оперативки может быть хреновое. Запомните еще раз навсегда. В одном месте 2 гигабайта, а в другом месте 2 гигабайта, это не значит, что они будут одинаково работать. Этого нет ни на одном форуме, ни на одном видеоблоге, ни у кого этой информации нет. Но если есть люди, которые разбираются в компьютерах, в телефонах и так далее, они вам точно такую же информацию абсолютно скажут. В компьютерах, допустим, есть плашка под 2 гигабайта, она у одного производителя стоит 1500 рублей, а у другого 6000 рублей. Это же не просто разница в цене. Разница в скорости работы этой оперативной памяти. И поэтому цифры, которые вы видите на Алиэкспрессе, в магазинах, неважно где, это все еще нужно перепроверить. Производитель оперативной памяти, но то, откуда они эту вообще оперативную память взяли, это очень важный показатель. Вот, это вся информация по оперативной памяти, которую я вам хотел дать. То есть размер оперативной памяти вам нужно брать в зависимости от своих задач. Второе, в зависимости от вашей версии Android магнитолы, если у вас бюджетный 4-ядерный процессор, вы хоть 150 туда гигабайт оперативки поставите, у вас толку не будет. И, соответственно, качество оперативной памяти зависит от поставщика, самого поставщика. Все, это очень трудно проверить, перепроверить и так далее, но факт есть факт. На магнитолах с 6 гигабайтами оперативной памяти, как правило, качественные производители магнитол китайские ставят уже саму оперативную память повыше качества. Второе, то, что я хотел сказать, некоторые сравнивают магнитолы с телефонами. Этого делать не нужно, потому что в телефонах, если вы покупаете на 6 гигабайт оперативки или на 8 гигабайт оперативки, это точно так же не всегда верно, потому что в большинстве сейчас Android устройств, я вот заходил просто посмотреть, там, допустим, написано 6 гигабайт оперативки, да, в названии, а когда проваливаешься в характеристики, оказывается, что гигабайтов всего 4, а остальные это как бы берется, ну, там, из памяти телефона, они не будут работать так же. Поэтому не надо сравнивать телефоны, не надо сравнивать магнитолы. И в принципе во всех вот этих вот устройствах 4 гигабайта оперативной памяти, что в телефонах, что в планшетах, что в магнитолах, 4 гигабайта оперативной памяти хватает за глаза. А в основном то, что идет уже там выше 6,8 гигабайт, это уже когда у вас там игры нужно играть какие-то и так далее. Очень сложные задачи нужно решать. И в основном, допустим, ухищрение вот этих продавцов, там действительно стоит не 6 и не 8 гигабайт, а это 4 плюс расширенное еще 2. Можете расширить, взять еще 4 из не оперативной памяти, а из памяти телефона. Итак, перед тем, как перейти к мифу об усилителях звука, я сейчас с вами хочу обсудить вот этот вопрос. А мне бы вот топчик какой-нибудь бы посоветуйте там, что у вас есть и так далее. Устаю от этих вопросов. Ты скидываешь человеку топчик, который самый лучший у тебя есть, он разворачивается и уходит, потому что он рассчитывал топчик купить за 8000. Еще раз, не гонитесь за брендами, проблемы имеют абсолютно все производители. Материнскую плату, процессор, дисплей производит одна фабрика, но он условно называет это одной фабрикой. Он имеет в виду, что это могут произвести вообще в разных там местах, один производит хорошо, другой плохо, а мы покупаем продукцию уже подвальных сборщиков. Ну, про подвальных сборщиков он тоже, так сказать, образно говорит. К этому вопросу мы чуть-чуть попозже вернемся. Это когда мне говорят, какой у вас бренд магнитол, какое название этих магнитол. К этому вопросу мы обязательно вернемся. Но сейчас мы переходим к мифу об усилителях. И вот именно за этот миф я должен благодарить, к сожалению, мой любимый форум FOPDA. Тут вот этот вот человек написал просто: на рынке ГУ существует. Вот, кстати, вот этот человек вообще усилители тут не разбирал, вообще звук не разбирал. Не знаю по какой причине. Наверное, по такой же причине, потому что он практик, он эти магнитолы все на звук проверил, понял, что там везде звук нормальный, и поэтому он просто не уделяет этому внимания. Точно так же, как и я. Я до того, как найти нормального поставщика, примерно полгода или год, я не помню точно, много месяцев я пытался выбрать что-то более-менее хорошее. И когда я покупал то, что сейчас я считаю говном, я думал: о, вот это вроде ничего, так нормально, вот это вроде нормально. Я так думал. А на самом деле, когда я получил
Android магнитолу более-менее нормального качества в свои руки. Посмотрел. И причем я увидел, что разница в этой магнитолы с теми, что продают в магазинах по закупу, я имею в виду разница закупа, мизерная, там до 200 рублей, а качество капец как отличается. Я удивился, я не знал, что они такие есть. И вот почему я сейчас вот эту предысторию рассказал. Вот здесь вот этот вот миф ФОПа, да, спасибо за большую головную боль. Тут написано, что усилитель TDA-7388 самое дно. Самое дно. И люди, когда приходят за Android устройством, они спрашивают, какой тут усилитель есть? Ты говоришь 7388, они чё вы окаете? В большинстве автомобилей в штатной акустике, и не только в штатной акустике, вообще в большинстве магнитол среднего сегмента, неважно где там они у вас там стоят, в большинстве стоит усилитель 7388. В большинстве. И если вы поставите Android магнитолу бюджетную, нашу, с нормальным аудиопроцессором и усилителем 7388, настоящим, оригинальным, она у вас может играть даже лучше, чем штатная акустика. А вот это вот высказывание, откуда оно взялось? Первая причина, по которой это может быть, человек точно так же, как и я, попробовал вскрыть несколько магнитол дешевых, увидел там вот эту вот маркировку 7388, потому что вот эту маркировку клеят везде, на поддельных пионерах, на любой поддельной шляпе с Алиэкспресса клеится 7388 маркировка, точнее не клеится, а наносится на чип. А по факту он работает на 2/3, на 1/3 мощности, и реально там ничего не слышно, магнитола шепчет. Если тем более у вас в магнитоле вырезан аудиопроцессор, там перемычки стоят, то есть вы тыкаете эквалайзер, а он у вас не работает, то дело в качестве звука вовсе не в усилителе. Либо может быть это реально дело в усилителе, но этот усилитель не является 7388, не оригинальный, не настоящий, говно, как хотите его называйте. Усилитель 7388 нормальный. Качество вашего звука зависит в первую очередь не от усилителя, а от аудиопроцессора. От аудиопроцессора зависит качество звука. Там может быть обычный аудиопроцессор, допустим. Мы сегодня его посмотрим, вот сейчас вот после этого я все это дело засниму. Также там может быть Hi-Fi процессор на 16 каналов и DSP процессор на 32 канала звука. И в любом этом случае, если все это нормальное, если все эти чипы аудиопроцессоры нормальные, будет вполне хорошее качество звука. А в большинстве случаев, если там стоит DSP или Hi-Fi, оно будет лучше вашей штатной акустики. Называть такой усилитель дном – это ошибка. Я, в отличие вот от таких вот людей, все привык доказывать, сравнивать и показывать. Единственное, что очень сложно, это показать звук через монитор, через ваши динамики. И если бы вы тут рядом со мной, допустим, сидели, я вам включил одну магнитолу, вторую, третью, вы бы услышали разницу. А если я записываю качество звука на микрофон, он максимум может там стерео на 2 канала разделить. А вы потом прослушаете со своего устройства, у вас там тоже свои настройки звука могут быть. И, конечно же, этот звук вы не сможете почувствовать. Но, однако, сегодня этим вопросом займусь, и мы с вами конкретно разберемся. Вот по этому вопросу, который для меня один из самых наибольнейших, что TDA-7388 самое дно. Я защищаю форум ФОПДА и надеюсь на то, что человек просто, говорю, как я, открывал какие-то магнитолы, увидел там маркировку 7388 и сделал такой вывод, что это самое дно. Вторая причина, по которой он может написать, что усилитель 7388 самое дно, этот автор специалист по автозвуку, и он в принципе не признает такие усилители, как TDA 7388, то есть ему нужно, чтобы было там куча разделений и так далее. Лично для меня есть два типа людей по автозвуку. Первые люди, это которые ездят, допустим, вы сидите там где-то в офисе или так далее, мимо вас, допустим, мимо вашего окна проезжают сотни машин, и одна из них ездит там бум-бум-бум-бум. Вот, это первый тип людей.
А второй тип людей, это который в это время хочет скинуть на них мусорное ведро из окна. Вот я лично отношусь к среднему пользователю, я второй. Я не считаю правильным, что нужно, допустим, наваливать музыку, чтобы вас слышало 2 соседних района. Если вы также не специалист по автозвуку, вам не нужно, чтобы вас слышали за 3 километра, вы просто слушаете музыку в машине, то вам TDA 7388 будет за глаза хватать. И вот благодаря вот этим вот мифам про усилитель, вот здесь вот куча советов, как заменить усилитель 7388 на TDA 7850. Зачем вы это делаете? Я вообще не понимаю. Если вы купили устройство, и вам не нравится его качество звука, вы начинаете паять усилитель звука. Лично я считаю, что лучше уж верните это устройство и купите себе изначально то, что вы хотите, 7850. Зачем вам это нужно впаивать? Я понять не могу. Не устраивает вас качество звука, значит вам скорее всего какую-то хрень продали. И реально вот некоторые люди пишут, что я там поставил 7850 вместо 7388 в свою бюджетную магнитолу. Вы поймите, что без аудиопроцессора нормального, то, что вы впаяли туда усилитель более мощный, у вас ничего не поменяется. Вы просто из обычного тихого ведра сделали громкое ведро. У вас там ни басов, ничего не добавится, он просто усилит звук. Единственное, что у вас может быть низкие частоты громче станут, но весь кайф музыки не в низких частотах. Вообще, то есть я не понимаю логики вот этих вот кулибиных слушают. Наслушаются вот таких вот товарищей, берут перепаивать. Вот посмотрите, бюджетная магнитола, он туда зачем-то впаивает усилитель 7850. Непонятно, откуда он ее взял, честно не смотрел. Мне больше конец понравился. А магнитоле-то конец. Ни задняя скорость, ничего. Перепаял, такой все поставил, а потом... А магнитоле-то конец. Ничего не показывает, ничего не работает. Зачем вы туда лезете? Плату, если новую купить с нормальным аудиопроцессором, будет дешевле, чем вот эти вот перепайками вот этими заниматься. Дело лично каждого, но лично я против перепаек. Я за то, чтобы если вы хотите взять то, что вам нужно, берите то, что вам нужно, не жалейте денег. Хотите 7850, берите 7850, если вы его реально на всю катушку будете использовать. А если вы уже купили, а потом у вас что-то плохо, громкость не устраивает, вы все настройки сделали на максимум, у вас все равно громкость не устраивает, не хрен там перепаивать. Обменяйте в эту магнитолу на более мощную. Купите либо себе, там, не знаю, плату нормальную, потому что если вас громкость не устраивает, то явно же тут не только в усилителе дело. Так, теперь вот есть сайт, вот этот вот, который мне очень помог с информацией. Не то, что как бы мне помог, я-то понимал, просто вот когда я вам визуально сейчас эту информацию буду показывать, мне будет рассказать про это проще. Итак, давайте посмотрим вообще, какие у нас усилители есть, что мы о них знаем. И вот первый тот усилитель у нас, это TDA 7388. Бюджетная микросхема, она действительно бюджетная, работает на биполярных транзисторах, та-та-та. Акустика с нагрузкой 4 Ом. 4 Ом это основная штатная акустика, наверное, в 90% автомобилей. Очень редко кто ставит из производителей на свои автомобили акустику в 2 Ома. 2 Ома это очень мощные динамики. В основном 2 Ома используют специалисты по автозвуку, чтобы быть вот такими вот громкими, чтобы вас далеко было слышно. Вот что тут написано в защиту чипа, то, что я вам говорю. Штатные заводские магнитолы в автомобилях массового сегмента имеют на борту усилитель либо подобного класса, либо еще хуже. А это значит, что купив стороннее головное устройство с чипом TDA 7388, вы скорее всего ничего не потеряете, а возможно даже приобретете. Вот, я благодарю вот этот вот сайт, благодарю реально, что вот он выкладывает достоверную информацию. Перед тем, как говорить, что усилитель 7388 дно, нужно сказать, что изначально в большинстве автомобилей, в большинстве магнитол он уже установлен. И только после этого говорить что-то так далее. Если вы просто хотите там людям дать какой-то полезный совет, напоминайте ему, сколько этот совет будет стоить. Разница в магнитол, где стоит 7850 усилитель, как правило, около 10-15 тысяч. Следующий усилитель
который массово любят все у нас, усилитель TDA 7850. Один из самых лучших продвинутых усилителей. Он может поддерживать как 4-омные динамики, как и 2-омные динамики. То есть этот усилитель может выдавать очень большую мощность. То есть если вы поставите вот такой усилитель, и если вы поставите 2-омные динамики, то у вас будет мощность в 2 раза больше. Тут видите 80 Вт, а тут 40. Вопрос, если эта мощность 80 Вт вам действительно нужна. На 4-омных динамиках он действительно работает громче, он может выдавать 50 Вт громкости. Но если вы сделаете звук на максималку, он начнет ваши динамики перегружать, и они испортятся. Запоминайте это. Вот когда вам дают советы, выбирайте TDA 7850, запомните, что если вы будете хреначить музыку на 4-омных динамиках, они у вас испортятся очень быстро. Либо износится вот эта вот мембрана. От мощности вот этих вот динамиков зависит, как сказать, амплитуда качения вот этой вот мембраны. И также вырастает нагрузка на вот эту мембрану. Ну, это чуть позже, когда будем тестировать. Все это я вам покажу на самом динамике. Усилитель TDA 7851. Вы его можете встретить как раз таки вот в большинстве новых моделей магнитол. В чем его плюс? Этот усилитель меньшей мощности, чем 7850. Вообще его изначально сделали для того, чтобы упростить TDA 7850. Потому что магнитолы там они гораздо более плоские, там и так идет нагрев от процессора, плюс еще если у вас усилитель нагревается, то нужно как бы, чтобы усилитель был менее горячим, то есть чтобы он не нагревался до высоких температур. А когда вы впаиваете себе TDA 7850, сюрприз, о котором тоже мало где говорят, у вас устройство начнет нагреваться сильнее. Запомните это перед тем, как слушать всяких умных, очень умных экспертов. Устройство начнет сильнее греться, если у вас магнитола недорогая, процессор и так там наладан дышит, греется сам по себе, вы ему еще туда усилитель 7850 впендюрили, магнитола начинает перегреваться еще сильнее и в итоге работает хуже. Браво, просто всем кулибиным браво, кто дает вот этот совет, не учитывая вот эти вот параметры. Усилитель 7851. Для машины его тоже под за глаза хватает, он также поддерживает 2-омные динамики, но не так громко, но очень громко. 72 Ватта для машины 4 динамика, это очень громко. Мы это все вам позже покажем. Он тоже имеет хорошее там качество звука, передача всех частот и так далее. Вот она, кстати, эта информация. На данный момент 90% производителей перешли на скорченный по мощности чип. Причина магнитола тонкозатый корпус флешетного типа. Нужно снижать общий нагрев в ограниченном пространстве. Вот, это информация, которую вы должны знать, когда слушаете какого-то эксперта, который вам советует перепаять еще один усилитель, который вы можете встретить на Алиэкспрессе. Это усилитель 7838. Не путать! 7388 и 7838. Это, можно так сказать, китайский аналог вот этого аналога, вот этого усилителя. Вот как я могу сказать. 7851 это аналог 7850 упрощенный, а вот это аналог вот этого аналога. И большинство производителей, особенно это любят делать на Алиэкспрессе, указывают, что там чип 7850, либо чип 7851, а ставят туда вот этот вот усилитель. Вот что вам нужно знать. Этот усилитель лучше, чем 7388, но он не дотягивает до 7851 100%. Даже если вам китаец говорит, это то же самое, это не то же самое, это аналог. Вот та информация по усилителям, которую я вам хотел дать. Теперь мы с вами приступим к проверке этих усилителей относительно, так сказать, обычного пользователя, обычного водителя, который не увлекается автозвуком, который включает музыку для того, чтобы просто что-то там играло в машине, либо он, допустим, слушает музыку фоном, а параллельно разговаривает с кем-то рядом или еще так далее. Тот, кто не любит, чтобы у него кровь из ушей лилась, вот мы поговорим об этих усилителях.
И разговаривать будем не буквами, вот так вот, не цифрами, какими-то там вот такими, либо такими. Не будем притворяться экспертами, просто возьмем и сравним их. Покажем наглядно. Сейчас вот я вам показываю программу, которая называется Voicemeeter. Эта программа используется на компьютере для того, чтобы настраивать микрофон. И мы сейчас будем ее использовать для того, чтобы посмотреть, какая из магнитол у нас работает громче. Сейчас будет сделано разделение на два экрана. Запись будет синхронизирована, соответственно. Вот у нас один экран, это значит то, что смотрит на магнитолу. Значит, так, смотрим. Вот здесь вот у нас есть циферки по децибелам, которые проходят. Вот эти циферки мы будем использовать как ориентир. Вот они, вот здесь вот, для двух каналов. Микрофон у нас установлен, получается, здесь, динамик чуть в стороне. Это расстояние примерно будет неизменным. И сейчас, так как микрофон настроен очень чувствительно, то, соответственно, все звуки доходят до красного. Если мы чуть-чуть понизим его, тогда у нас будет видно уже, что нужно потрудиться, чтобы достать до красного уровня. На этом мы и будем настраивать наш микрофон. Что прежде всего хочу сказать. Тут у нас стоит самый мощный усилитель. Если мы заходим в настройки, он у нас стоит на середине. Это не вся мощность. Производители знают, что если сделать на всю мощность, люди с обычной акустикой будут просить, как сделать потише, как сделать потише. Смотрим. Вот делаем усилитель на 220. Сейчас я вам покажу то, что не всем нужен усилитель 7851 и даже 7850. Что происходит? Кстати, прошу обратить внимание, здесь у нас сеть обычная, то есть сила тока тоже она будет у нас неизменной. Сила тока у нас идет из розетки через блок питания 1,5 ампера максимум. То есть мы тут даже не можем использовать на всю мощность магнитолы. А в автомобиле напряжение примерно 14 вольт. Значит, смотрим. Включаем. Это у нас сейчас стоит усилитель на максимальную. И мы начинаем наваливать звук. Смотрим на цифры. Все. Динамик, даже при силе тока более меньше, чем в автомобиле, начинает уже просто хрипеть, орать и рвать. Нужен ли вам усилитель звука 7851 или 7850 еще тем более? Это надо спросить трижды. Так, заходим, делаем 110, как и было у нас. Заходим обратно в музыку. В общем, при таких настройках микрофона максимальная цифра у нас поднималась до 18,8. Про цифру я имею в виду вот здесь. Давайте теперь более простую магнитолу подключим и посмотрим, насколько она у нас выровняет звук. Итак, микрофон у нас остался где стоял. Магнитола тут у нас уже сейчас пойдет бюджетная.
на 4-ядерном процессоре с вот таким вот эквалайзером. Тут важно отметить, сейчас мы сделаем Full Car, это чтобы посередине было. Так, давайте зайдем у нас в музыку. Так, не то, не угадал. Вот этот же файл используем. Также его ставим на ребит и включаем, будем мерить. Там у нас было максимально 18,8. Удивлены? Я вот нисколько не удивлен. Почему? Потому что этот динамик больше не может сделать громкости, как бы вы ни старались. Этот тест на самом деле предварительный, я вам сделаю более наглядный тест. Я вам это показываю для чего? Для того, что если вы находитесь недалеко от динамика, да, это недалеко, вот как сказать, в пределах автомобиля. Такого автомобиля по пространству еще меньше, чем здесь в комнате, и вас еще больше будет этим звуком глушить. Если вы недалеко от источника звука, то разницы по усилителю вам нет, потому что этот динамик, он больше громче для вас не сделает. Поэтому сейчас мы переходим к гостю нашей передачи. Пионер. Та-там. Значит, пионер. Пионер у нас. Пионерище. Посмотрим, что у нас за устройство. Насколько я знаю информацию по пионерам, что сейчас у них меньше редкостного говна. В основном сейчас пионер это просто говно. А год назад, когда я их исследовал, там было больше редкостного говна. И было очень трудно найти обычное говно. Нам тут сейчас надо понять, что тут у нас перед нами. Редкостное говно или обычное говно. Сейчас мы это изучим. Как раз вот из-за этих вот магнитол у нас мифы по усилителям звука и есть. Но в целом по дисплею, как я вижу, это не редкостное говно. Обычное. Так. Началось. Пытаемся подружить его с флешкой. С флешкой дружим с флешкой. Ну, давай, дружись. Давайте сейчас посмотрим, что тут у нас за зверь для начала. Ну, просто полчаса загружает домашний экран. Ладно, не в этом дело. Так, настройки. О! Так, 92.11, 00.17. Так это, друзья, это та же самая магнитола, которую мне присылал тогда человек с Алиэкспресс на ремонт. Точно такая же, только у него было написано 2.16. А все остальное то же самое. В этой магнитоле более-менее стоит дисплей, то есть не самый пакостный. Тут у нас, скорее всего, проблемы с аудиопроцессором. То есть аудиопроцессор беспонтовый, и скорее всего на радио не регулируется баланс. Господи. Заходим в эквалайзер. Нет слов. Что бы вы ни нажали, рок, войс, джаз, поп, никакие настройки не будут работать.
Вот, нажал случайно выключить звук. Также, если вы баланс будете перемещать, никакого результата не будет, хотя подключен один динамик. Я надеюсь, за эту песенку с авторскими правами проблем не будет. Так. Тут проблема с аудиопроцессором, как я и говорил. В общем, как лечить эту беду с аудиопроцессором, я уже показывал на своем канале. Там, по-моему, так и называется. Выпуск «Любите Алик». Вот, посмотрите, потому что этому я время уделять не буду. Слава богу, я не потратил на нее больших денег. Что нам нужно? Нам нужна музыка. После перезагрузки он запел. Как видим, показатели у нас по цифрам. Отличаются. Даже на маленьком пространстве показатели по цифрам у Пионера отличаются. Сейчас мы переходим к следующему этапу проверки. Мы будем проверять магнитолы с 3 динамиками, а вот этот вот уровень, который здесь, будем замерять уже из соседней комнаты. То есть насколько громко слышно магнитолу в соседней комнате с 3 динамиками. Сейчас я это все подготовлю и вернусь к вам. Значит, так, смотрите, тут у меня установлены 3 динамика, они по мощности одинаковые, это 4-омные динамики, бюджетненькие тоже стоят обычные. Я подключил 3 динамика сюда. Тут в чем суть этого эксперимента? Мы сейчас замерим максимальную громкость, которая может выдать эта магнитола на вот этих динамиках, и замерим микрофон, так же как в прошлый раз, только он уже, микрофон стоит в соседней комнате, он будет неподвижен. То есть у нас есть одинаковые условия. Один источник питания, 3 динамика будут у всех магнитол одинаково использованы, и один и тот же файл. Сравним показатели. То есть нам нужно понять, если у нас обычная штатная акустика стоит, то есть будет ли разница между усилителем 7851 и 7388, и будет ли разница между дешевой пионеровской магнитолой. Так, громкость усилителя ставим на максимум и будем доводить вот этой вот плюсиком до максимального уровня громкости, то есть на какой цифре будет предельная нагрузка на вот эти динамики при текущем источнике тока. В машине, если вы поставите, допустим, будете тестировать в машине, у вас будет 14,6 вольт, в машине мы тоже протестируем попозже, то там, конечно же, звук будет громче. Сейчас вот получается телефон, который снимает, у меня находится в той же комнате, где и динамики. Задвину его чуть подальше, чтобы микрофон не перегружал звук, чтобы посмотреть, будет ли разница. Периодически я буду то есть когда я буду возле компьютера, я буду периодически переключать источник звука, когда вот я здесь что-то рассказываю, использовать источник с телефона, источник звука, микрофон. А когда я буду у компьютера, будем слушать, как слышно эти устройства, магнитолы из соседней комнаты. То есть у нас тут будет 2 источника звука и 2 источника видео. Мы их синхронизируем и будем проверять. Так, мощность усилителя поставили на максимум. Заходим в музыку, смотрим. Так, я у микрофона, громче смысла выставлять нету, в той комнате уже глушит.
посмотрели, там у нас 8,9 было максимальное на этом усилителе. Давайте сразу после нее, чтобы почувствовать разницу, включим Пионер. Давайте сейчас посмотрим, откуда у нас появилась легенда о том, что 73-88 это дно, говно там и так далее. Откуда она взялась? Я честно скажу, эта магнитола не самая плохая по звуку. Если вы смотрите это видео и вы когда-то сталкивались с тем, когда вместо аудиопроцессора стоят перемычки, то есть там вообще еле-еле шепчущий звук, пожалуйста, поставьте комментарий, я буду показывать пользователям, что действительно не я один с таким сталкивался. Я находил в интернете такие случаи, когда... Так, ребит стоит 77. Я находил в интернете такие случаи, когда у людей были перемычки вместо аудиопроцессора. Поэтому очень важно, чтобы мне кто-то подтвердил мои слова, что я не голословен, что действительно так и есть. Есть еще такие же пионеры, но с более... еще там качество звука еще более хуже. Сейчас давайте ставим на максимум. Это, к сожалению, вся громкость. Если с прошлой магнитолой я не мог говорить в этой комнате, очень приходилось громко кричать. Сейчас пойдем посмотрим, что у нас у компьютера. Вот я подхожу к компьютеру. Давайте сейчас, чтобы не издавал никаких шумов, послушаем музыку. Вот был скачок, он показал 89,3, ну максимум минус 89. А так он даже амплитуду не вызывает. Удар сейчас будет. Микрофон даже удара вот амплитуда не показывает. Я сейчас сижу, я просто не знаю, будет ли слышно вообще что-то на записи. Если не будет слышно, то вот вам, пожалуйста, качество Пионера. Вот я вернулся в комнату. Давайте с этим красавцем прекращать. USB. Вот эта мелодия на ребите, все. Давайте, поехали. Эквалайзер у нас стоит. Поп. Я уберу бас, уберу лоудес. Видите, тише становится. Убираю лоудес. Так. И. Full car. Видите, баланс работает. Так. Стоп. Лишний раз нажал. И начинаем добавлять громкости. Что вы сейчас видели, это скачок напряжения. Если мы берем магнитолу серии плюс, вот которую мы первую подключали, у нее там все оптимизировано, защита там от скачков и так далее, все это стоит. То есть баланс подачи напряжения оптимизирован внутри. И эти магнитолы не рассчитаны на то, чтобы работать от аккумулятора автомобиля, а там либо 12 вольт, да, от самого аккумулятора исходит, либо 14,6. И сила тока гораздо больше. Тут у меня 1,5 ампера в источнике питания. И, соответственно, когда 3 динамика забирают мощность,
на дисплей, не хватает, он начинает тухнуть и магнитола гаснет. Поэтому мы выберем такой фрагмент, когда он не имеет максимальной громкости, просто нам нужно посмотреть разницу. Разница, вот я даже дошел вот примерно вот до сюда, уже она играет уже на таком уровне громче, чем Пионер на максималке. Так, вот я вернулся к компьютеру. Мы продолжим тестировать магнитолы не только вот так вот в комнатных условиях. Это здесь я сделал почему? Потому что тут есть возможность вот эти вот циферки показать с амплитудой, да. И видно, что магнитола с процессором 7388, она проигрывает усилителю с процессором 7081, как в принципе сбалансированности, да, что вот она начинает гаснуть, если питания не хватает. Так в принципе и по мощности. То есть она уступает, но опять же уступает не в 2, там, не в 3 раза, а там примерно ну, процентов на 15, на 20 по мощности она ему уступает. Это я говорю про одни и те же динамики. Конечно, если мы поставим двухомные динамики, этот усилитель 7388, он захлебнется просто и не сможет выдать нормальную мощность. Давайте начнем с той магнитолы, которая у нас уже тут установлена. Значит, сейчас зайдем в настройки. Покажем, что это у нас за магнитола. Это бюджетная обычная магнитола. Вот джек 10003 с усилителем 7388. Самым обычным усилителем, самая простая комплектация бюджетной магнитолы. Тут у нас, значит, единственное, что установлена новая прошивка. Про эту прошивку мы будем позже видео снимать. Тут у нас 49 тем для экрана. Работает Android Auto. На этой прошивке у нас исправлены скачки громкости вот здесь, на шестерке, на семерке, на восьмерке, нету скачков громкости. Отложенный старт работает на этой прошивке. В общем, самая последняя прошивка, она у нас доступна только нашим клиентам. Так что, если вы смотрите и у вас подобная магнитола, если вы наш клиент, обратитесь, мы вам эту прошивку предоставим. Так, перейдем к музыке. Значит, что хотел сказать, во-первых, от чего зависит громкость музыки, в первую очередь. Тут у меня есть два файла. Один слабого качества, вот этот вот скачанный. И вот этот же файл, вот с этой цифры 6 в скобках. Его уже прогнали через программу, и у него громкость увеличенная. Обычно, когда с интернета люди скачивают файлы с общих сайтов, там качество записи не самое громкое. Сейчас мы его покажем. То есть вот начнем с 4. Вот у него такая громкость. Громкость не меняем, включаем файл, который усиленный. Это на одной и той же громкости. Тестировать мы будем вот этот файл, который у нас слабый, без скобочек. Значит, сейчас у нас громкость стоит на 6. Начинаем увеличивать. Так, вот у нас громкость на 40 стоит. На 40. Включаем. На самом деле динамики, которые стоят здесь, штатные,
Если поставить динамики помощнее, то звук будет еще лучше и круче. Тут даже усилитель мощнее, чем стоят динамики. Но это еще не все. Я вам что хотел показать. Сейчас вот у меня, допустим, поставлю громкость на 10. Захожу в эквалайзер. Сюда делаю лоуд. И бас. И у меня еще громче становится. Сейчас я на этом режиме, уже вот так на 30-ке. Назад. Даже на 30-ке, если мы добавим еще лоуд, у нас потери громкости не будет. Тут запас у усилителя большой. Если вы поставите сюда динамики подороже, помощнее, у вас еще больше она будет качать. А здесь штатная система, ее эта магнитола уже перегружает. Так что если у вас штатная система, штатные колонки, вам этого усилителя 7388 хватит за глаза. Но если у вас стоит в магнитоле нормальный аудиопроцессор, если она не поддельная, если усилитель нормальный, то его за глаза хватает. Назвать такой усилитель дном точно язык не повернется. Так, смотрите, вот мы сейчас отцепили кабель питания, на котором сейчас звуковые провода идут. Эта магнитола у нас так тут и осталась. А тут мы сейчас установили, видите, с навигатором на главном экране. Это у нас магнитола Medium. Так, сейчас в настройки зайдем. Информация. Вот и архитектура 7216. На этой магнитоле точно так же установлен усилитель звука 7388, но тут стоит еще лучший аудиопроцессор, чем в бюджетных магнитолах. Тут стоит у нас Hi-Fi на 16 каналов. Сейчас мы подключим к нему флешку и эти же файлы воспроизведем, посмотрим. Так, ну вот у нас вот этот файл 1.7.5.5.6.7, видите, без скобочек. Давайте мы его включаем. Это у нас громкость на 10. Заходим в эквалайзер, активируем Hi-Fi режим. Затем ставим такую же настройку, как на той магнитоле POP. И добавляем громкость до максимума. Басы еще сильнее лупят. Колонки еще сильнее начали хрипеть, потому что не выдерживают. Так, вот у нас следующий подопытный. Это у нас уже магнитола серии плюс. Серия плюс, значит, у него тут DSP процессор полноценный стоит на 32 полосы. Тут вот он, видите, можно сделать лоуд. Также делаем поп, как и на всех магнитолах. Ставим режим поп. И еще тут в настройках у нас есть настройки усилителя. Так, поехали в настройки. Заходим. Главное приложение, настройки. Девайс. Вот он. Ставим на всю мощность.
Вот как бы об этом я и говорил. Штатная система, штатные динамики уже не выдерживают. Зачем сюда впаивать еще более мощный усилитель, я не знаю. Пожалуйста. Я даже из улицы на улицу выходить не буду, потому что тут и так все понятно. Ну и вот, наконец, очередь дошла до нашего золотого пионера. Так, поп поставили. Делаем громкость на 30. Где у нас громкость? А вот она. На 30-ку сделали. Включаем. Ни басов не слышно, ничего не слышно. Примерно, как, не знаю, на 15, на 20 отходим сюда. Тут уже вообще практически еле-еле что-то слышно играет. Вот благодаря вот таким вот устройствам и ходят легенды про усилители, про оперативку. Вот разница. Тут 13 или там сколько был 13. Приходилось выключать, чтобы было слышно. Ладно, все, с этими устройствами мы покончили. Так, про мифы, про усилители мы поговорили. Теперь можно перейти к вопросу названия и бренды. Рассказываю вот то же самое, вот как человек на ФПДА. Мы с ним абсолютно вместе не контактировали. Я это изучал на практике, он, думаю, изучал точно так же на практике. Я немножко сейчас приоткрою такую небольшую завесу тайны. Где-то есть эта информация на ФПДА, где-то еще на других форумах, где-то, может быть, нету этой информации. Значит, смотрите, в Китае есть производители вот этих вот разных элементов, и есть сборщики, которые собирают из этих элементов магнитолы. И есть магазины на Алиэкспресс. В основном на Алиэкспресс у нас почему-то все ориентируются и смотрят там разных продавцов. Так вот, эти продавцы в течение года меняются по несколько раз. Есть такие продавцы, которые торгуют там уже не 1 год и не 2 года. Много таких продавцов. Но это не значит, что там такого проверенного продавца вы сможете купить нормальную магнитолу. Значит, говорю сразу же, как сравнивают эти магнитолы, в том числе, как сравнивают их и здесь и в ФПДА в этой теме. Присылают ссылку на устройство, человек смотрит характеристики, которые там на картинке нарисованы, там сколько гигабайт и так далее, и делает какой-то вывод. На самом деле то, что написано на картинках, на вот этих вот магнитолах на Алиэкспресс, это все 50 на 50. Вы у одного и того же продавца сегодня можете купить нормальную магнитолу, а если закажете завтра, он уже может вам прислать абсолютно другую магнитолу в этой же самой коробке с этим же самым названием, даже если вы одинаковые параметры будете заказывать. Почему? Потому что они всего лишь продавцы. Они продают магнитолу из тех, что есть там на рынке в наличии, и в зависимости от того, какая будет цена закупа. Внутри Китая 60-70% продавцов на нашем российском рынке продают то же самое. Но из-за жадности большинство продавцов в России вот закупают что-то типа Пионера, там дешевого, либо это может быть не Пионера, там другие магнитолы. На таких магнитолах могут написать фейковую память типа 4 гигабайта, вот как это магазин Крапива у нас делает, и продавать ее под видом магнитолы с 4 гигабайтами оперативки. То есть приемов тут очень много, которые продавцы используют. И, конечно же, я замечал, что в темах на форумах ФПДА, а также некоторые продавцы используют для того, чтобы подтвердить подлинность оперативки, чтобы подтвердить подлинность оперативной системы своей, используют программу AIDA 64. И вот про этот момент я хочу заострить внимание очень подробно. И для этого, чтобы вам показать, как это все работает, я сейчас возьму магнитолу, подключу и покажу, как у нас работает AIDA 64, что она показывает, что она не показывает. Так, ну а теперь, внимание, готовьтесь. Сейчас у нас будет магия мини-Хогвартса, как говорится. Смотрим, тут у нас на столе магнитола Android памяти, тут у нас 2 гигабайта. Здесь у нас 64 гигабайта. Вот у нас показывает, какой радиочип. Не суть. Значит, смотрите, я хотел поговорить именно про AIDA. Сейчас мы ее сюда будем устанавливать. Вот у нас флешечка.
На флешке смотрим нашу AIDA 64. Устанавливаем. Итак, о чем тут речь? Сейчас, если по форуму походить на FOPDA, на некоторых темах, не во всех, но в некоторых темах люди используют для идентификации Android-системы AIDA 64. Также некоторые продавцы Android магнитол для того, чтобы показать действительно, какая у них система, используют AIDA 64. То есть они ее используют, чтобы показать, сколько на самом деле оперативной памяти, и они ее используют, чтобы показать, какая стоит система Android. То есть они, допустим, пишут там магнитол Android 464, оперативной памяти там 4 гигабайта, Android стоит 10, и после этого, значит, делают скриншот вот этой вот AIDA, либо фотографию, и показывают, что оно действительно вот так. Вот написано Total Memory 2,48 мегабайта. Это 2 гигабайта оперативной памяти, то есть то, что там уже было показано. Свободная память показывает 780 мегабайт свободной памяти. Если мы заходим сюда на вкладку Android, вот тут у нас было System, где мы посмотрели размер оперативной памяти. Тут у нас есть вкладка Android, тут у нас показывают Android версию 10. Итак, вот мы сейчас установили AIDA. Посмотрели, значит, сколько у нас оперативной памяти, с настройками все сходится, то есть вроде бы все по-честному. Так, что мы делаем теперь? Заходим вот сюда, берем вот эту черную флешечку, втыкаем. Дальше нам нужно проверить, что флешка у нас отображается. Флешка отображается. И мы снова заходим в настройки. Делаем вот так, появилась кнопка Android Upgrade. Делаем обновление. Все, сейчас просто ждем обновления и смотрим, что произойдет после этого с магнитолой. Итак, загрузились. Давайте заходим в настроечки. Заходим в System Info. Памяти чудесным образом стало 4 гигабайта. Магия, как я и говорил. Дальше что мы делаем? Нам нужна наша AIDA. После перепрошивки она, конечно, у нас слетела. Подключаем нашу флешку и устанавливаем ее еще раз. Открываем. Смотрим, что она нам покажет. Общей памяти 4 гигабайта, свободной памяти 2,2 гигабайта. На одном и том же устройстве. Просто после небольшого вмешательства, это вмешательство может быть сделано через флешку, либо через флеш-тул. Информацию о том, как это сделать, можно достать на FOPDA. Поэтому даже если китайцы поставят поставщику устройство не с фейковыми данными, а с настоящими, умелец с помощью вот таких вот манипуляций сможет это устройство превратить в абсолютно другое, с 4 гигабайтами, где оперативки AIDA покажет больше. Так вот, что я говорю. Не используйте AIDA для того, чтобы проверить размер оперативной памяти. И не верьте продавцам, которые используют AIDA в качестве, как сказать, доказательства, что у них магнитола соответствует тому, что написано на коробке. Давайте сейчас еще бюджетную магнитолу протестируем, тоже AIDA. Тут у нас на заставке Android 12. Сейчас флешку подключим. Заходим первым делом в настройки, смотрим об устройстве. Тут у нас показывает 3 гигабайта оперативной памяти. На самом деле я знаю, что эта бюджетная магнитола не может быть 3 гигабайт оперативной памяти. И вам говорю, что на них не может быть 3 гигабайт оперативной памяти. AIDA 64. Устанавливаем. Когда я у китайцев спросил, для чего вы пишете Android 11, Android 12, Android 13, для чего вы пишете, что у вас оперативки 3 гигабайта, хотя там 2 гигабайта? Они сказали, мы это делаем для Алиэкспресса. Поэтому сами делайте выводы, где что покупать.
AIDA нам показывает 3 гигабайта оперативной памяти. 1,5 свободной. На самом деле тут вот 0,6, 0,5 примерно занято оперативкой, а все остальное, то есть вот 1,5 гигабайта, это свободное. 3 гигабайт оперативки здесь нету. Это урезанная версия андроида. Если у вас возникает вопрос, чем же все-таки проверять корректность данных, то в это видео я все помещать не буду, но и так у нас очень большое. Есть у нас на канале видео больше правды про Android магнитолы, оно из 2 частей. Пожалуйста, заходите туда, смотрите, кто чем что проверяет. Это вам ответ на этот вопрос, заранее говорю. Единственное, что я хотел сейчас донести, не верьте AIDA 64 и не верьте продавцам, которые показывают скриншоты фотографий с AIDA 64, будто эти данные верны. Эти данные не верны. Все, что я хотел вам сказать про AIDA. В общем, по поводу Алиэкспресса, если вы хотите покупать магнитолы на Алиэкспресс, пожалуйста, без проблем. Это ваш выбор, вы играете в эту лотерею осознанно. Единственное, что я прошу потом, не обращайтесь ко мне вот с такими сообщениями, вот с такими сообщениями, с такими сообщениями, пожалуйста, ко мне не обращайтесь. Когда вы покупаете магнитолу на Алиэкспресс, вы берете полностью всю ответственность на себя. Почему я не помогаю людям с Алиэкспресс? Потому что я брался несколько раз помогать, и оказывается, что там настолько сильно могут поменять железо, могут настолько сильно поменять компоненты, что прошивка от нормальной магнитолы встает как будто какой-то урод, и магнитола перестает нормально работать. Это знаете, с чем можно сравнить? Вот, допустим, на машине выгорает катализатор, и люди едут, делают там прошивку, ставят туда обманки какие-то и подают. И вот именно посредством прошивки мозг автомобиля думает, что у него там стоит катализатор. А по факту катализатора нету. Вот и китайцы делают так же. Убрали какой-то компонент, прошивку настроили под него, чтобы типа в этот компонент на самом деле есть. И как бы магнитола обходится без него, нормально работает. А если вы поставите прошивку от нормальной магнитолы, от родной, от рабочей, то этого обхода, вот этой вот дыры уже нет. И магнитола начинает троить. У нее пропадает спящий режим. То у нее, значит, сбиваются настройки радио, и каждый раз после перезагрузки это радио приходится запускать заново, делать поиск, оно не сохраняется, его настройки. Всякой такой вот ерунды я насмотрелся, и поэтому я говорю, с Алиэкспрессом, пожалуйста, разбирайтесь самостоятельно. Либо вот как форум ФОПДА советует, разбирайте, фотографируйте, смотрите, что там у вас, потому что не факт, что то, что на картинке написано, это будет у вас. Если вы решили сэкономить 1000 рублей, взяли себе магнитолу, то понимаете, что вы отказались от поддержки и так далее, от всех этих плюсов, которые есть у тех людей, которые покупают устройства в России, у русских продавцов. Пожалуйста, это ваш выбор. Вот о чем я хотел сделать ремарочку после того, как закончили про усилители, потому что именно вот здесь на ФОПДА обсуждают и помогают выбрать устройство с Алиэкспресс. Я лично противник Алиэкспресса. И вот эту тему уже все, давайте наконец-то закроем. Если, кстати, я начинаю предлагать людям такой вариант, что вы отправьте мне просто устройство, потому что я тут с ним за полчаса, за час разберусь у себя здесь. Пойму, что и где и как, потому что у меня тут уже все настроено, все драйвера на компьютере есть и так далее. Я с ним быстрее разберусь. Никто ведь не отправляет, потому что, он купил магнитолу за 4000 на Алике, отправка туда-сюда будет около 1000 рублей, и плюс я говорю, я 1000 рублей возьму. Ему уже невыгодно этой магнитолой заниматься. Все хотят что-то купить на халяву, сэкономить тут косарь, там косарь. Перестаньте верить в сказки, я вам еще раз говорю. Если вы слушаете вот таких вот ослов, вот, эти спекулянты сами на Алике берут. О, господи, прямо бесит меня. Вот смотрите, вот из-за таких вот комментариев я вынужден просто пойти на следующую меру. Есть еще такие комментарии типа на ФОПДА все подробно расписано, все подробно сказано, ты чепушила. И вот из-за таких комментариев, из-за вот этих вот идиотов, вот люди, видите, ему лайк ставят, верят вот этому человеку люди и бегут потом на Алик, а потом приходят ко мне вот с такими вопросами. Из-за вот этого всего я больше актуальные прошивки выкладывать не буду. Я еще раз говорю, я буду выкладывать те прошивки, которые нужны для помощи в каком-то вопросе. Но вот актуальную новую прошивку, допустим, для JAK 10003, я вам
Я вам уже показывал, что на ФОПДА такой прошивки нет, там апрельская какая-то самая последняя прошивка. Я выкладывать не буду. Только мои клиенты, те люди, которые мне доверились, я ценю их доверие, и только им я буду давать актуальные прошивки. Все остальные клиенты, пожалуйста, обращайтесь к своим продавцам. Та помощь, которая у нас есть на канале, ее уже очень много. Как проверить настоящую оперативную память, как продиагностировать, как прошить, где искать. Вся эта информация бесплатно уже есть на канале. Пожалуйста, потрудитесь, поищите. Я вас обслуживать не должен. Я должен в первую очередь обслуживать своих клиентов. Во вторую очередь я должен заниматься анализом рынка, посмотреть, какие-то новые модели, может быть, появились, еще что-то, заказывать, искать и так далее. Смотреть новые темы, прошивки для своих, в первую очередь, клиентов. И с остальными я тоже делюсь какой-то информацией. Что считаю нужным, поделился. А мои клиенты все равно будут получать самую актуальную помощь и самые актуальные прошивки, и с ними я буду до конца. Потому что эти люди мне доверились, я ценю их доверие. А вот таких вот ослов, все, кто купил магнитолу на Алике и приходят ко мне за помощью, вот, обращайтесь, пожалуйста, вот к этому пользователю. Вот к этому пользователю. У него нет ни одного видео на канале, нет подписчиков, он просто ничего в жизни в своей не может быть, добиться и решил самоутвердиться за мой счет. Я не удаляю такие комментарии, вот они, пожалуйста, я по-честному со всеми работаю. Этот человек имеет право на свое мнение, просто я говорю, если вы с ним согласны, потом возвращаетесь вот сюда, вот к этому видео, приходите к нему вот сюда вот и задаете вопрос ему. Вот я купил, скажите ему на Алике, вот эти вопросы все, вот эти вот, обращайте вот к этим людям, вот к этим, пожалуйста, не ко мне. Вот таким ослам я уже задолбался доказывать, показывать, оправдываться и так далее. Нахрен вы мне не нужны. И еще один момент. Про бренды поговорим. Есть и такой известный бренд, как TIS. Он довольно-таки крупный и продвинутый. Почему продвинутый? Потому что над ним работает много инженеров. Они постоянно что-то обновляют, внедряют новинки в прошивки и так далее. У них есть компоненты, которые они продают якобы для своих магнитол. Типа камера подойдет только для TIS, регистратор подойдет только для TIS, датчики давления шин подойдут только для TIS. Это всего лишь маркетинговые хитрости, там никаких особо таких блокировок нету. То есть подставляли к нашей медиум эти все аппараты, и они прекрасно работали. TIS использует такую же платформу FIT, и у них хорошие очень инженеры. Они также монополизируют, типа вот такое как голосовое управление они монополизировали. Если, допустим, я разговаривал с поставщиками Микеды, говорю, что вы у себя не ставите голосовое управление? Они говорят, нам TIS типа запретил. У TIS есть очень много подделок, в том числе и на русском рынке, и на Алиэкспрессе есть много подделок TIS. Мне там под комментариями уже на Ютубе кто-то несколько раз писал, что купил поддельный TIS. Поэтому будьте осторожны. Также я знаю хитрецов, которые договариваются с TIS, покупают сертификат этого TIS и потом продают поддельный TIS, рекламируют сертификат и продают поддельный TIS. Тоже таких хитрецов знаю, с ними TIS борется, дилеры борются с такими, но почему-то вот они такие в России есть. Это уже как бы на их совести. То есть бренд TIS это единственный бренд, не единственный, есть еще Red Power. Вот эти два бренда, которые я приветствую, они хорошо продвигаются, у них собственные инженеры. И если мне задают вопрос, то есть ваша магнитола работает лучше, чем TIS или хуже, чем TIS, такой вопрос некорректный, вы изначально сравниваете две разные по стоимости магнитолы. И если вам так интересно, вы можете, допустим, сделать на магнитоле TIS там, тест Geekbench, либо еще что-то сравнить, скорость работы, и посмотреть ролики в обзорах, потому что я за других продавцов не имею права снимать другие устройства. Почему я почему я взял Пионер? Ну, потому что посмотрите прошлый ролик, потому что там уже какой-то перебор начался. А так, в целом, я никогда не лезу к другим брендам. Единственное, что могу сказать, из алиэкспрессовских есть такой бренд, который еще более-менее можно им пользоваться, это Микеды.
Я с ними тоже работаю. У меня есть несколько устройств, которые я могу взять у Микеды. Но я не беру те устройства, которые они продают на AliExpress. Есть у них там магазины на AliExpress Микеды, на Wifly. И есть много российских магазинов, которые пользуются продукцией Микеды, но они точно так же берут не для Алиэкспресса магнитолы, а берут магнитолы непосредственно у самих поставщиков с условиями, что там все будет сертифицировано, что там не будет никакого поддельного железа. И Микеды для них, кто работает с оптом, привозят очень хорошего качества магнитолы. Единственное, что цена у таких магнитол Микеды намного выше, чем у среднего сегмента, а качество точно такое же, что у среднего сегмента. Когда мне Микеды задает вопрос, а почему вы не берете у нас много устройств? Я говорю, потому что у вас цена завышена. Вы продвинуты только благодаря вот этому форуму FOPDA, потому что здесь везде Микеды, он на слуху, все его рекомендуют. Именно из-за того, что на форуме FOPDA начали его рекомендовать, у Микеды очень много стало продаж, очень много магазинов торгуют только продукцией Микеды. Вот, допустим, есть такой магазин на Vitel, он просто берет Микеды и делает свою упаковку, там свои логотипы. Микеды сами этим хвастаются. Вот посмотрите, у нас эти магазины, вот такие-то вот. Я не буду их все называть, мне это зачем. Ну вот на Vitel он берет продукцию у Микеды. И Микеда постоянно говорит, у нас много там берут. Так я говорю, они берут, потому что вы разрекламированы, вас разрекламировал FOPDA. Я сравниваю по показателям. И по показателям ваши магнитолы нисколько не лучше, чем те, которые, допустим, есть у меня, но они почему-то дороже. Я обращаюсь к Микеде, когда, допустим, у нас устройств на складе не хватает, я переплачиваю за закуп. Также Микеды, допустим, бюджетные магнитолы не свои используют. Они берут ту же самую базу, которая вот у нас взята в бюджетных магнитолах на процессоре 8227. Но я сколько раз у них сравнивал, у них немного медленнее работает само устройство. То есть это тоже не совсем их производство. Также TopWay сейчас они начали использовать Микеды. Ну, начали люди покупать TopWay, они решили его тоже использовать. Но это не их магнитолы, они просто берут, делают, упаковывают их в свою коробку. И вот про это я говорю, что вы у одну и ту же магнитолу можете купить в 15 разных магазинах. Она будет называться по-разному, поэтому названий как таковых у магнитолы нет. Это все Китай. Единственный надежный способ проверить то, что там внутри, это не спрашивать, какой там производитель, какое название, а единственный надежный способ проверить, это купить, проверить, провести все тесты, и тогда вы уже поймете, хорошая магнитола или плохая. У нас в стране очень много, больше всего поставщиков недоброкачественных, к сожалению. При этом они могут снять видео, как Крапива это делает, и сказать, что у нас очень хорошая продукция, и она стоит очень больших денег. К сожалению, это так у нас в России. И единицы, вот как я здесь вот показывал, вот как вот этот вот мужик, тех людей, которые действительно выбирают одного очень хорошего поставщика. Вот здесь вот я объясняю. Взяли очень хорошего поставщика, и вот в эту коробочку, кто он там у них написано, Вайкар, упаковывает и делает там свои логотипы. С китайцами я разговаривал и даже показывал видео, как там видео из чата с китайцем. Я спрашивал, сколько нужно покупать устройств. Они говорят, вы можете покупать устройств хоть сколько, но нужно купить партию коробок. Покупаем партию коробок количеством 500 штук. И когда, допустим, делаем заказ, покупаем 30 магнитол или 50 магнитол, просим упаковать в наши коробки. Они упаковывают в наши коробки, соответственно, у нас есть прошивка, которая сделает наш логотип и сделает нашу загрузочную анимацию. То есть и так магнитола брендируется. То есть просто берется на одну магнитолу, наклеивается другой рисунок. Они один день наклеивают один рисунок, пришел другой оптовик, они для него наклеивают другой рисунок, пришел третий оптовик, они наклеивают для него третий рисунок. И таких вот сборщиков, которые наклеивают разные рисунки, их очень много. У кого что вы купите, это чисто лотерея. Несколько вот добросовестных продавцов у нас в стране есть, которые борются за качество. И
конечно, эти поставщики уже поднимают цены на свои устройства. Качественное устройство, оно должно все равно стоить дороже. И опять же, я говорю, за каждым таким поставщиком стоит опыт. Он десятки тысяч рублей вкладывал, чтобы это все проверить, перепроверить. Ожидание вот этих вот закупочных образцов из Китая. Все стоит вот на этом. Плюс дополнительно за коробки платить и так далее. И, соответственно, они берут немножечко как бы больше. Имеют наработанную базу клиентов, которые оставляют о них отзывы. Вот в целом то, что я хотел сказать о брендах. То есть TI, Red Power, Navitel и так далее. Другие бренды, которые представлены у нас в России, это в первую очередь коробка, логотип и загрузочная анимация. То есть чем они отличаются от остальных? Во вторую очередь это, конечно же, инженеры, которые следят за программным обеспечением и корректируют всякие баги и так далее. То есть это второе, почему вот эти бренды стоят дороже. А все остальное я даже внимания не обращаю. Они сегодня открываются, завтра закрываются, перебрендируются, меняются. Сегодня крапива, завтра лопухи. В общем, остальные бренды меня вообще не интересуют. Я по какому принципу работаю? Я показал то, что у меня есть. Если вас устроило, берете, не устроило, идете, берете там, где вас устроило. И, соответственно, ответственность за то, что вы купили, несете вы и ваш продавец. Все. Потом, чтобы никаких вопросов не было. Все по-честному. Если вы купили у продавца, считаете, что он надежный, у него должна быть хорошая поддержка. Эта информация все, что я хотел сказать про бренды. В целом, что хочу сказать, вот сейчас переходим к более сложной теме, как процессор. И что хочу сказать, что FOPDA вот здесь вот в этой именно теме неудобно. То, что ты читаешь буквы, цифры, ты это все не можешь запомнить. Без визуального сравнения это все сравнить очень тяжело. Про процессоры я буду говорить тогда, когда перейдем к сравнению непосредственно классов магнитол, потому что я решил именно разделить процессоры по классам, то есть не то, что там рассказывать, кто они какие, а у меня есть 4 типа магнитол на сайте, то есть это бюджет, медиум, серия плюс и серия премиум. И вот все эти серии в первую очередь отличаются процессорами. Когда мы будем их разбирать позже, я это все сделаю, чтобы здесь информацию не задваивать. Мы процессор пока пропустим. Переходим к следующей теме. Выбираем радиомодуль. Здесь тоже все расписано, где какой радиомодуль и так далее. Можете прислушиваться, можете не прислушиваться. Скажу в целом. Вот как я и говорил уже, все производители магнитол это китайцы. И все качество китайское. Если у вас, допустим, машина была типа Honda, Ford и так далее, во всех этих машинах стоят хорошие медиаустройства, в американских, в японских, в немецких. У них хорошая антенна в этих устройствах и хорошая акустика, очень хорошо подобрана. Вот даже если мы возьмем старенькие Ford Fiesta, там Фокусы, годов 7-х, вот таких вот модели, да, там стоит магнитола охрененная, Prology, она качает мощно, там акустика штатная качает мощно, она служит годами. Если вы в нее ставите китайскую магнитолу, даже там серии Medium, серии Plus, серии Premium, серия Premium еще как-то с ней может пободаться, а вот остальные магнитолы будут явно уступать. Но, опять же, эти магнитолы редко кто использует на всю катушку. То есть там просто, да, есть хорошее качество звука, люди там на десятки, на 15 в основном слушают, но магнитолы там очень хорошие, и антенна там, усилитель антенны и радиомодуль очень хорошие в этих машинах. Если вы поставите себе китайскую магнитолу, вот какая бы тут ни была информация указана, это про радиомодуль, в таких машинах радиомодуль будет работать хуже. Я сталкивался с таким, то есть берет магнитолу, премиум человек покупает, и говорит, а вот у меня стало качество хуже. Естественно, если вы поизучаете эту тему, вы увидите, что в китайских магнитолах Android радиомодули стоят не самые-самые супер-пупер совершенные, даже в премиум сегменте. Почему? Потому что в первую очередь магнитола приспособлена под работу с интернетом, и там хорошо работает звук, хорошо работает интернет, можно слушать интернет, радио и так далее. А на радио, на обычном, оно как бы не заакцентировано. В городе вы его можете слушать нормально, это радио, а за городом оно уже работает хреново.
Так что на это обратите внимание. Если вы покупаете магнитолу хоть за какие деньги, то вы можете потерять вот именно в радиомодуле. С этим как бы, не знаю, что делать. Я не знаю, что делать. Муравью приделать. Перестраивайтесь на интернет, радио и так далее. Сейчас очень много всего. У вас, то есть в машине появляется с таким устройством интернет, и переходите на интернет-ресурсы. Это очень хорошая альтернатива. Насколько я помню, если там почитать производителей Red Power, у них примерно такая же информация про радиомодули, которая вот я вам сейчас сказал. Не та, которая здесь написана, потому что вот эти вот супермодули реально сложно найти в каком-то устройстве. Просто я вас предупреждаю, что надо к этому быть готовым. Ну и вот, я вот этого раньше не видел. Тут у нас вот есть, хочу купить DVR USB регистратор. И видно вот по этим ответам, с чем все-таки этот человек, который писал пост, привык сталкиваться. Это все-таки дешевые алиэкспрессовские устройства. Именно поэтому, наверное, он сделал выводы про про усилитель 7388. Если хотите посмотреть, как работает DVR USB, средненький, бюджетненький, то можете посмотреть наше видео про бюджетный видеорегистратор и сравнить, сходится ли информация на видео вот с этим вот. Потому что у меня уже был один человек, который в комментарии писал вот это вот примерно такие же вещи, но я говорю еще раз, если я показал, как он работает, он так и работает. Качество записи и ночную съемку, все я там показывал. И это еще бюджетный регистратор, я просто это направление сейчас не развиваю. Я показал, как он работает. Надо, я говорю еще раз, все вот эти вот информации с форумов и так далее может написать любой человек, у которого есть какой-то собственный опыт. И поэтому мнение вот таких вот людей, оно субъективное. Я с ним в большинстве согласен, с тем, что он тут написал, в большинстве согласен. Здесь есть точно так же несколько тем, и про бюджетные магнитолы, Jack 10003, но у них нету такой прошивки, как у меня. Вот небольшой пример я приведу. Устройство как 1003, то есть это то же самое, что бюджетная магнитола. Если мы зайдем в программный раздел, прошивки, дата последней прошивки у нас актуальная, вот 13 апреля. И то, как прошивку, я не знаю, кто скидывал, это могут скидывать продавцы с Алиэкспресса для того, чтобы убрать какой-то свой баг. И вот эти прошивки попадают сюда от простых пользователей. Не факт, что это разработчик скинул. У меня есть прошивка, которая буквально вот 2 недели. Сегодня у нас 27 сентября. Прошивки буквально 2 недели, я ее раздаю своим клиентам. К примеру, а если мы попытаемся какой-то вопрос тут решить, не то тут, если вы сюда, допустим, зайдете, улучшение штатного звука, что тут советует человек? Он тут впаивает конденсаторы. То есть вот этот совет, допустим, подойдет не простому пользователю, который паяльник в руках не держал, только тем, кто паял. Вот для них этот форум даст что-то. И то я говорю еще раз, я противник паяния. Это устройство бюджетное. Если оно вас не устраивает, ну купите себе что-то нормальное, не мучайте вы себя. Так, к примеру, давайте зайдем. Вот давайте для примера возьмем установку своей анимации. Человек здесь сделал инструкцию, вот это, вот это, вот это. Самое это интересное, вы можете начать это все делать. Начнете, он тут все показывает, куда заходить. И когда хотите там посмотреть какое-то видео, потому что сколько людей не пытались вот это вот сделать, у них не получается. Вот видео установки плагина здесь. Это видео больше недоступно. И вот таких вот ошибок на форумах очень много. Ты пытаешься скачать прошивку, проходишь, она уже не актуальна. Человек уже удалил ее со своего облака, а ссылка все еще работает. Или, допустим, где тут у нас про скачки напряжения. Как пофиксить скачки звука на ГУ? Информация в посте. Вот, кто подскажет, как пофиксить этот баг в прошивке? В архиве конфигурации vconfig.zip под паролем все прочитали, и начинаются вопросы. В архиве конфигурации. Что такое архив конфигурации? И vconfig.zip, ага, под паролем Джанкар редактирует. Где его взять? Как он достается? Полностью инструкцию, чтобы найти, к тому, чтобы что-то вот исправить.
полностью, чтобы ее найти, вам еще нужно по форуму походить, узнать, что такое конфигурация, архив конфигурации, что такое vconfig.zip. Под паролем Gencar вы редактируете. Когда он говорит под паролем Gencar редактируйте, это нужно еще переводить, потому что vconfig.zip нужно открыть в архиваторе и запросит пароль. Вы этот пароль вводите и редактируете. Это я вам перевожу на русский язык, потому что здесь вот такой вот форум. И потом вот с него люди приходят. Я с этим форумом дружу давно, и поэтому я еще более-менее здесь ориентируюсь. Если вы просто так впервые зашли и хотите посмотреть что-то о своей магнитоле, вам будет тяжело здесь. И я надеюсь, что сейчас также есть люди, кто сталкивался с такой же ситуацией, когда ему трудно найти нужную информацию на FOPDA, трудно найти помощь на FOPDA. Пожалуйста, оставьте там отзыв в комментариях, потому что действительно очень часто, когда ты на FOPDA обращаешься, тебе делают такой ответ, типа, что трудно шапку посмотреть, трудно поиском воспользоваться и так далее. Вот ты начинаешь просто, ты посидел тут полчаса, потыркался, у тебя голова пухнет от этого. Задаешь вопрос, потому что ты ничего не понял. Зарегистрировался, задал вопрос, тебе говорят, вот для таких, как ты, говорят, надо шапку читать. Вот так вот могут там ответить. Я не говорю, что во всех 100% случаев, но ответы такие бывают. Потому что не у всех тут на форуме есть время сидеть с вами и нянчиться. Если вы нуб, редко кто, у кого есть время свободное, он, как правило, видит, то там нуб пришел, пытается ему что-то объяснить. Но в основном так ответят, что, пожалуйста, смотри шапку, пожалуйста, пользуйся поиском, вся информация на форуме есть и так далее. Вот примерно вот так. И очень много людей возвращается отсюда без нужной помощи. Кстати, вот этот способ, он не убирает скачок, он его чуть-чуть сглаживает, но не убирает. Сразу говорю, если вы хотите им воспользоваться, вот у нас актуальная прошивка, которая сейчас есть, она убирает скачок. Ну и опять же, пользуясь советами форумов, выбирая магнитолу там на AliExpress форума, вы должны понимать, что потом, после того, как она пришла, вы еще кучу времени проведете на форуме, чтобы ее настроить, выслушать одного человека, который так сделал, выслушать второго человека, который так сделал, послушать, как они там между собой еще переспорят, как лучше сделать, вот так или вот так. А потом в итоге придет третий человек и скажет, вы оба неправы, нужно делать вот так. То есть время проведения на форуме у вас может скатиться к этому. Куча времени на то, чтобы этим устройством потом заниматься, то, пожалуйста, вот форум FOPDA вам в этом поможет. Выбрать магнитолу на AliExpress, а потом ее дорабатывать, перепаивать, переделывать. Пожалуйста. Здесь люди творческие сидят, у них времени много, видимо, постоянно. Вот они все что-то перепаивают, переделывают. Итак, мы переходим к завершающей стадии уже нашего большого обзора. Он получился очень уж таким большим. И сейчас я буду давать информацию по основным магнитолам, которые у нас есть, которые также есть на рынке. Вы никуда не денетесь, вы все равно придете к этому же стандарту, который у нас. То есть 4 класса: это бюджет, медиум, плюс и премиум. Остальные варианты могут быть только ответвлениями от этих, от процессоров. Перед тем, как это вообще все делать, я еще затрону одну тему такую. Это версия Android. Какая версия Android установлена, какая версия Android лучше. Их всего в принципе есть актуальных на сегодняшний день две. 8.1 и 10 Android с некоторыми визуальными отличиями, а в целом как бы их всего лишь две. То есть то, что пишут Android 11, 12, 13 и так далее, это все ерунда. Как я и говорил, китайцы сами говорят, что мы это делаем для AliExpress. Почему? Потому что один китаец решил обмануть, большинство клиентов переходит к нему, и другие тоже точно так же по такой же логике начинают обманывать. Потому что кто-то обманывает, они теряют клиентов, и у них нет выбора, кроме как тоже начать обманывать. Ну, как они говорят, для меня это, конечно, не оправдание. Суть в чем? Версии Android всего лишь две. На бюджетных 4-ядерных магнитолах ставится максимальная версия 8.1. На магнитолах с 8-ядерным процессором уже ставится 10 Android. Основное их отличие в том, что на главный экран у бюджетной магнитолы с 4-ядерным процессором вы не сможете установить навигатор. То есть у них нет виджета рабочего стола, потому что он занимает много оперативки и требует больших ресурсов от процессора. Процессор с этой задачей не справляется. Теоретически сколхозить такой виджет можно, если есть разработчик, он сможет это сделать. Но производительность магнитолы упадет в разы, она начнет превращаться в кирпич.
Поэтому на 4-ядерных магнитолах ставится максимальная версия 8.1. И основное отличие от 10-го андроида — это наличие вот такого вот виджета главного экрана. Вот как вы можете отличить, ну вот вообще по-простейски. Если на магнитолу можно установить навигатор на рабочий стол, то это 10-й Android. Если невозможно, в принципе невозможно, то значит это бюджетная магнитола, и там максимум может стоять 8.1. Все. На остальные цифры, там, которые пишут 10, 11, 12, вот на этой магнитоле, я почему начал заставки, тут написано 12-й Android. Ну, конечно же, он не 12-й. После всех лирических вступлений я сейчас начну заниматься главным вопросом, то есть все-таки как выбрать магнитолу под свой автомобиль, какая магнитола вас все-таки устроит. Для чего я делал такой долгий обзор? Для того, чтобы у вас появилась информация реальная, да, то есть если бы я вот эту всю информацию, которая была спереди, вырезал и просто бы начал вот этот обзор, то точно так же бы под этим видео появились комментарии, те, которые я вам уже показывал, да, и точно так же засрали бы, сказали, это все неправда, это все шляпа, это все ложь. Поэтому после того, как у вас эта информация появилась, то, что я вам дал, сейчас я уже буду рассказывать, как будем подбирать магнитолу под ваши задачи, чтобы у вас уже сложилась какая-то картинка и вам было более-менее понятно. Первый вопрос, который я вам говорил задать, это то, что вы хотите от этой Android магнитолы. Это первый вопрос. И второй вопрос — ваш бюджет. И сейчас мы, значит, пойдем по иерархии снизу вверх, начнем с магнитол бюджетных и продолжим выше, выше, выше и так далее. Значит, смотрите, если вы обычный пользователь, вам не нужны никакие навороты, то, что вам нужно от магнитолы, это чтобы на ней запускался навигатор, чтобы на ней можно было послушать музыку, посмотреть видео и так далее, чтобы она у вас при этом не вылетала, то есть вы работаете в одном приложении, оно может резко закрыться. Такие баги бывают на магнитолах. Не на этих, я вам говорю, в принципе, бывают какие баги на магнитолах, на вот отстойных. Может быть, на этом же Пионере такой же баг возникнуть. То есть, если вам нужно, чтобы у нее не закрывались самостоятельно приложения. Приложения самостоятельно закрываются, когда процессор не справляется, он отключает свои ядра. И, как бы сказать, приложение закрывается. Если вам просто нужно, чтобы она работала, показывал навигатор, показывала видео, показывала музыка, можно было послушать там радио в пределах города, то вам достаточно будет бюджетной 4-ядерной магнитолы. Раньше, год, там, полтора назад, продавцы пользовались вот этими вот видеоблогерами, которые выкладывали отзыв, что я купил магнитолу 1.16, она у меня работает плохо, тупит, то покупайте лучше 2.32. Наценка между магнитолой 1.16 и 2.32 была примерно в 2-3 тысячи. А некоторые, вот типа как крапивы, продавали их еще дороже. Сейчас на данный момент ситуация такова, что в течение года, там полутора, пришлось возиться. Мы снижали цены на эти магнитолы 2.32, постепенно снижали. Вроде бы сейчас уравнялись и более-менее цены стали адекватные. Магнитола с памятью 1.16 и магнитола с 2.32, у нас разница примерно там от 1500 до 2000 может, в зависимости там от курса доллара, от партии и так далее, отличаться и вообще там на 1300, на 1400 рублей. В принципе, лучше, конечно же, сразу же взять 2.32, потому что разница в цене не сравнится с разницей в работе. Но если вы думаете, что вы купили магнитолу 2.32 бюджетную, и она у вас будет супер-пупер летать, это не так. Она действительно работает по скорости нормально, нигде не тупит, не троит. И в принципе, то есть эта магнитола работает нормально только благодаря тому, что сюда можно поставить что-то упрощенное и что-то урезанное. То есть догнать те магнитолы, которые с быстрым процессором, если вы обновите, допустим, приложение с Play Market с навигатором, который сейчас у Яндекса капец какой тяжелый, она не сможет. То есть вы будете пользоваться этой магнитолой, она будет прекрасно работать, она не будет тупить, но только в условии, что она будет работать с теми приложениями, которые ей посильны. То есть только в таком случае. Это, то есть, магнитола для простых задач, без сверхтребований, просто как бы человек хочет приукрасить свой салон автомобиля, берет, покупает такую магнитолу, ездит
абсолютно довольны, пользуются и не жалуются. И тут в комментариях я прошу опять же людей, кто покупал вот такие вот устройства бюджетные, там в пределах 8000 у нас в магазине. Я знаю, что вы смотрите мой канал, пожалуйста, отпишитесь, подтвердите, что магнитола работает прекрасно, навигация работает, интернет работает, все, что нужно, то есть вы этими функциями можете пользоваться. В принципе, это магнитола бюджетная, без каких-либо там супер новшеств, без преувеличений. Вот видите, работает, подгружает. Пусть не так супер быстро там все, да, за секунду, но со своими обязанностями она справляется хорошо. А если вы сюда еще карты загрузите Яндекса после первого маршрута, то будет работать еще быстрее. Допустим, вот YouTube и навигатор у нас являются основными потребителями оперативной памяти. Если вы их запустите одновременно вдвоем, они могут вызывать тормоза. Если вы, допустим, вызываете навигаторы, радионавигаторы, музыку, навигатор и видео, они не потребляют столько оперативки, как остальные приложения. Если вы, допустим, скачали какой-то фильм или еще что-то, вы можете сделать разделение экрана, запустить с Яндекс.Навигатором и смотреть параллельно. И смотреть параллельно, то есть тут видео, тут у вас будет навигатор. На бюджетной магнитоле еще один из плюсов, то что можно выбирать приоритетность по изображению, то есть выбирать приоритетность рабочей зоны. Вы можете сделать больше навигатор, можете сделать больше видео. На некоторых магнитолах, допустим, серии плюс или премиум, такой возможности нет. Если вы смахиваете, он просто смахивает экран, то есть там нету такого разделения экрана. Вот, с такими приложениями, допустим, вот YouTube у нас пожирает много оперативки, и навигатор пожирает много оперативки. Такими приложениями лучше пользоваться по раздельности, чтобы для вас это не было каким-то сюрпризом. YouTube работает, YouTube включаем отдельно, Яндекс.Навигатор отдельно. То есть, если вы пользуетесь Яндекс.Навигатором и радио, Яндекс.Навигатором и музыкой, у вас никаких проблем не будет. Много задач такие магнитолы выполнять не смогут. Если у вас потребности больше, чем вот я сейчас сказал, то есть простые задачи: навигация, музыка, радио, видео. Если у вас потребности в магнитоле больше, вы хотите запускать одновременно несколько приложений, вам нужен виджет на главном экране, то в таком случае вы ни в коем случае бюджетные магнитолы для себя не рассматриваете. Если у вас, допустим, регистратор хотите сделать и навигатор, то, пожалуйста, это можно сделать. Регистраторы на эту модель подключаются. Как работает регистратор на бюджетной магнитоле, на такой вот я уже показывал. Он работает совместно с навигатором. Радио на них, вот давайте посмотрим. Тут стоит средненький радиомодуль. Сейчас берем вот такую вот супер антенну. Насчет супер антенны я, конечно же, шучу. Это обычный штекер от мультиметра. И сейчас выполним поиск каналов. Сейчас он у нас найдет каналы. Так, как видим, поймал тут же станцию. Мне нельзя ни в коем случае, чтобы у меня были проблемы с авторскими правами. Показываю, если вас не устраивает работа вашего радио, заходите сюда, делайте вот эти вот настройки. Включаете РДС, включаете регион Европа или Восточная Европа. Короче, выбирайте свой регион и настройки антенны я делаю всегда автоматикой, и все нормально работает. То есть вот с таким вот штекером, который по сути антенной не является от мультиметра, от обычного штекера. Вот она у нас поет. Неизвестно куда. Это скрытые подписки. И как я и говорил, эти магнитолы, какими бы они ни были, там, чтобы там какой чип не запихали, они, как правило, работают в пределах города. Отъезжаешь куда-то дальше в лес, они перестают играть. То есть вы к этому должны быть готовы. Никаких чудес ждать от этого не надо. Резюмируем. Бюджетные магнитолы Android, которые на 4-ядерном процессоре, бывают максимально 1 гигабайт
либо 2 гигабайта. Все, что пишут выше 3, 4, там, 6 и так далее, это все ложь, это все неправда. Максимальный ресурс, который может потребовать этот 4-ядерный процессор, это 2 гигабайта оперативки. Больше ему не надо, он больше обрабатывать все равно не сможет. Подойдет для тех людей, у кого нет сильных требований к магнитолам, то есть обычное использование навигатора, обычное использование радио, обычное использование музыки. Как я говорю, есть люди, которые берут магнитолу просто для того, что вот она красивая, включает музыку, у них играет эквалайзер, и все, как бы им этого достаточно. И таких людей довольно-таки много. Если, допустим, вот я сам себя порой на мысли ловлю, что я еду, у меня там что-то играет, я ведь на нее даже не смотрю. Все, она сопровождает меня в дороге звуком каким-то радио или музыкой или еще чем-то, и пожалуйста. Для пассажиров, если хотите, чтобы они у вас видео смотрели, пожалуйста, вот заходите сюда, включаете видео, они смотрят, и можете клипы какие-то накачать или еще что-то. Ну, в принципе, все. Для всех вот таких вот простых задач магнитола бюджетная подойдет. Если у вас нет денег на дорогую магнитолу за 15, за 20 тысяч, поставьте себе вот это вот устройство, и не надо с него требовать сверх каких-то качеств. То есть 1.16 это прям вообще для тех, кто просто включает там музыку, видео, либо навигатор, да. А такая вот на 2.32, она уже намного пошустрее, с ней поприятнее работать. И в принципе она особых вот нервов не вызывает. У нее не бывает такого, что она на чем-то повисла, не бывает там такого, что она на нажатие не сработала. На ней можно YouTube смотреть, на ней можно в интернет выходить. И еще один из показателей, скорость Wi-Fi модуля тут невысокая. Поэтому даже если у вас на телефоне хороший интернет, она скачивает файлы дольше, чем другие магнитолы выше классом. Она подойдет для того, чтобы прослушивать, допустим, радио, рекорд, интернет, радио, да, вообще прекрасно подойдет. Смотреть какие-то фильмы, что-то вам нужно скачать, какое-то приложение на магнитолу, воспользоваться сервисом там по редактированию картинок, все на этой магнитоле можно делать. Звук эквалайзер я вам показывал, что тут и эквалайзер работает, и баланс работает, и даже функция loudness есть. То есть, в принципе, вот по звуку это нормальное звучание, вполне подойдет для штатной системы большинства автомобилей. Если вам нужно что-то большее, опять же говорю, забудьте про бюджетные магнитолы. А то просто бывает на форумах люди начитаются вот этой информации на ФОПДА, там же не пишут цену, сколько она будет стоить, магнитола с таким-то усилителем, с таким-то процессором. Они видят, о, магнитола за 6000, а спрошу-ка я, какой там усилитель звука стоит, а спрошу-ка я, какой там процессор стоит. В бюджетных магнитолах все стоит бюджетное. Вот, особо про эту магнитолу тут рассказывать нечего, виджета тут на главном экране не будет. Можно установить несколько видов экранов рабочего стола. В последней прошивке у нас их 49. И каждая тема рабочего стола работает по-разному. Если, допустим, вот на этой теме вы свайпаете вверх-вниз, у вас ничего не происходит. На другой теме, вот, допустим, вот на этой, если вы ее поставите, можно свайпнуть вправо и перейти к приложениям. То есть у каждой темы есть свои плюсы, свои минусы. И на этом, думаю, с этой магнитолой достаточно. То, что тут стоит усилитель 7388, теперь ни для кого это не секрет, все вы знаете теперь, как он работает именно вот на этих устройствах. За другие устройства я говорить ничего не буду. Дальше у нас идет магнитола серии Medium. Серия Medium у нас уже идет на 10-м андроиде. Магнитола тут еще не настроена, это на ней я изменял размер оперативки. На самом деле тут у нас 4 гигабайта, поэтому и было, что вот 2.64, таких конструкторов нету, чтобы, допустим, было 1 гигабайт на 64, 2 гигабайта на 64, либо 4 гигабайта на 16, такого нету. Изначально я взял эту магнитолу с 4 гигабайтами и перепрошил, чтобы тут было 2 гигабайта, а потом просто восстановил. Здесь у нас уже есть виджет рабочего стола, это тут пока установлены Google карты в начальной прошивке. Магнитола работает намного быстрее, чем бюджетные, хотя у них ценовая разница небольшая. Если, допустим, брать вот такую магнитолу на 2.32, то разница в цене у нее с бюджетной магнитолой примерно около 2000. И вот эта магнитола даже с памятью 2.32 работает отлично. Если у вас небольшой бюджет в пределах 10-12 тысяч, помните, я говорил, сначала определяемся с потребностями со своими, потом с бюджетом. Если у вас бюджет от 10 до 12 тысяч, то вам надо смотреть магнитолу вот именно Medium. Тут нет сим-карты, тут точно так же
Тут точно так же нет кулера, магнитола не перегревается при этом, потому что процессор, который здесь установлен, он оптимизирован именно под такую работу. Работу этой магнитолы я здесь отдельно показывать не буду, вы все это можете посмотреть в роликах. То есть эта магнитола удовлетворит уже больший процент людей. Навигатор, конечно, лучше ставить сюда облегченный. Почему? Потому что прошивка тут все равно немножко урезана, не такая полноценная, как на магнитолах серии Плюс. И она просто не контактирует с Яндекс.Навигатором, с Play Market. То есть все равно будут какие-то баги и так далее. То есть, допустим, может Алиса не работать, а в целом скорость работы Яндекс.Навигатора здесь, даже с Play Market, когда они еще более-менее были совместимы, была прекрасной. На этой магнитоле вы уже можете запускать одновременно и YouTube, и Яндекс. Тут у нас стоит аудиопроцессор на 16 полос. Звук тут по громкости такой же, как на бюджетной магнитоле, а по качеству звучания он становится как бы такой обволакивающий. Эти магнитолы по скорости уже удовлетворят большинство людей. Но есть тут тоже как бы определенные но. Удобство настроек. Из-за того, что Android 10 он тут подурезанный чуть-чуть, тут нет такой возможности, чтобы заменить, допустим, тему на главном экране. Тема с виджетом рабочего стола, вот с навигатором на главном экране, она всего лишь одна, других тем нету. Установить другие темы можно только через АПК, то есть нужно скачать АПК файл с темой, установить его как приложение, и только тогда он поменяется. Но опять же говорю, если вы просто как бы пользуетесь этим устройством для каких-то своих задач, вполне достаточно и такого виджета. На 7-дюймовом экране, конечно, он смотрится маленьким, поэтому я рекомендую, если уж вы берете Medium, то берите там 9 дюймов и 10, или 10 дюймов. Разница в цене у них не такая уж и большая по сравнению с 7-дюймовой. Так, процессор тут у нас, значит, 8-ядерный, процессор 8257, также может быть написано 8259, IPS дисплей. И эти магнитолы бывают двух основных архитектур. Первая архитектура это 7216, то есть тут у нас усилитель 7388, отсутствует сим-карта и аудиопроцессор на 16 полос. Если архитектура будет 5760, то там будет добавлена сим-карта, будет добавлен DSP-процессор на 32 полосы и будет стоять усилитель 7850 либо 7851. Вот в чем разница у магнитол Medium. Почему, допустим, у нас на сайте нету устройств с архитектурой 5760 в районе 9-10 дюймов? Потому что цена у них точно такая же, как у магнитолы серии Плюс. И поэтому архитектура 5760 представлена только вот для 7 дюймов. Потому что есть люди, которым нужна магнитола на 7 дюймов, на 7 дюймов с сим-картой, а магнитола серия Плюс она только на 9 и на 10 дюймов идет. То есть там 7-дюймовых магнитол вот таких вот не было с сим-картой. И поэтому архитектура 5760 у нас представлена только в виде 7-дюймовых магнитол на сайте, но для 9 и 10 дюймовых она тоже есть. Почему мы ее не предлагаем? Потому что у нас лучше вместо этого предложена серия Плюс с более мощным процессором. Поэтому вот эту данную магнитолу я считаю из всех видов, которые есть, самой оптимальной. Потому что по бюджету она там в пределах 10-14 тысяч продается, а по функциям у нее тут и виджет рабочего стола, и улучшенный звук, и скорость работы прекрасная. То есть в этом плане магнитола радует уже не первый год многих людей. То есть вот она, смотрите, оболочка, где вот есть такая вот кнопка Hi-Fi, что урезана вот в Пионере. На вырезанных прошивках там просто тут как бы кругляшок, как вы видели уже недавно. И еще один плюс, это то, что здесь можно выбирать приложение на рабочий стол, вот сюда вот. Здесь можно выбрать 4 приложения, если хотите его отсюда можно удалить, да, вот таким вот нажатием. Если хотите добавить, заходите в приложение и добавляете, допустим, вот так вот. Это тоже как бы один из плюсиков по сравнению с бюджетными магнитолами. То есть это вот это по ступеньке вот следующая иерархия. Какую выбрать, то есть магнитолу 2.32 или 4.64? 2.32 работает хорошо, вполне таки себе быстро. Если вы решаете выбрать между бюджетной магнитолой или магнитолой Medium, то выбирайте 2.32. Если вы хотите запускать много задач, много приложений, быстро между ними переключаться, выбирайте 4.64.
магнитолами Medium, думаю, достаточно. Ну и теперь давайте перейдем плавно к магнитолам серии Plus и серии Premium. Почему я буду рассказывать на примере одной магнитолы про две разные серии? Потому что они имеют общую графическую оболочку, общий набор приложений, общий набор опций, одинаковые настройки. Единственная их разница в чем? В том, что магнитолы серии Plus у нас на процессоре 9863, а магнитолы серии Premium на процессоре 7862. На них я остановлюсь более подробно, потому что бюджетные и медиум магнитолы там как бы вроде бы все попроще. А тут есть еще два разветвления, то есть есть магнитолы Android на платформе Fit и магнитолы Android на платформе TopWay. В целом это одинаковый 10-й Android. Из плюсов, что на платформе Fit, что на платформе TopWay можно менять лаунчер рабочего стола, то есть через настройки. Настройки у них чуть-чуть, конечно, отличаются, но принцип один, что если вы зайдете в настройки, можно выбрать себе другой лаунчер стола. На TopWay это приложение темы, а здесь можно прямо в настройках зайти и выбрать из предустановленных лаунчеров тот, который вам больше нравится. Вот тут у нас выбор домашнего лаунчера. Тут представлены 1, 2, 3, 4, 5 основных лаунчеров. Мы можем поставить, допустим, сейчас вот видно установлен 22, мы, допустим, поставим 29. Сейчас он его применит. В чем плюс магнитолы серии Plus? Немножко как бы тавтология, но поэтому она и серия Plus. То, что тут не урезанный Android, и в нем уже много-много вот этих вот всяких настроек. Тут более удобно можно настроить спящий режим, более удобно можно настроить работу громкости. Более удобно можно настроить работу вот этих вот кнопок. Кнопки тут цветные идут, что на плюсе, что на премиуме. На бюджете и на медиуме кнопки просто белые. Туда надо дополнительно покупать цветную плату. Стоит она копейки, но почему-то до сих пор не удалось уговорить бюджетные магнитолы. Может быть, там когда-то в процессе это все появится, что там тоже будут цветные кнопки. Но в общем, на сериях Plus и Premium цветные кнопки, много-много очень настроек, хорошее качество видео, хорошее качество аудио, DSP процессоры везде стоят на 32 полосы, улучшенный Wi-Fi модуль, улучшенный радио модуль, память, которая используется, вот не оперативная память, а обычная память, тоже у нее быстрая скорость записи, быстрая скорость чтения. То есть сама магнитола работает уже намного быстрее. В чем тут есть нюанс? Средняя оперативная память, на которую настроены магнитолы серии Plus и серии Premium, это 3 гигабайта. То есть если вы берете себе магнитолу с 2 гигабайтами, а так как это Android не урезанный, он занимает примерно 1,3-1,4 гигабайта оперативной памяти для его корректной работы. И там для приложения остается немного меньше места. На магнитолах серии Plus можно встретить от 2 до 4 гигабайт, а на магнитолы серии Premium уже не ставят ниже 4 гигабайт. Магнитолы серии Premium идут от 4 гигабайт оперативной памяти. Магнитола на процессоре 7862 нету ни с 2, ни с 3 гигабайтами оперативки. Раньше были магнитолы премиум на платформе Fit с 3 гигабайтами оперативки, но даже сейчас они сделали вместо 3 4 гигабайта оперативной памяти, чтобы не отставать от других. И поэтому, если вы берете магнитолу серии Plus с 2 гигабайтами оперативки, то вы будете пользоваться всеми возможностями вот этой вот платформы, неважно, Fit или TopWay, у них у обоих на серии Plus есть магнитола с 2 гигабайтами. Вы будете пользоваться полностью всеми удобствами и так далее, но если вы запустите много приложений, то эта магнитола может не выдержать нагрузки, какое-то из этих приложений может закрыть. Поэтому все-таки оптимальное количество оперативной памяти это 3 гигабайта, либо 4 гигабайта оперативной памяти. Если вы берете версии выше, там 6 с 8 гигабайтами, то там, как я и говорил, будет уже установлена более быстрая оперативная память, и там магнитола будет работать еще быстрее. Хотя, если вот я пользуюсь магнитолой серии Plus с памятью 3.32, я вообще никаких тормозов там не замечаю. Эти магнитолы работают на 3 гигабайтах очень-очень быстро, очень хорошо. Если там, конечно, стоит все актуальное и стоит реальная оперативная память, а не какая-нибудь там бэушная или урезанная и так далее.
Еще смотрите, задают вопрос, а чем отличается платформа Fit от платформы Topway? По сути, у них абсолютно одинаковое железо, абсолютно одинаковая скорость работы. Платформа Fit, у платформы Fit в чем есть плюс? В том, что у нее 4 выхода на усилитель. То есть сзади имеется в разъеме RCA основные 2 выхода, и есть специальный такой дополнительный штекер, в котором есть еще дополнительно 2 выхода. Магнитолы на этой платформе все-таки сделаны именно для тех, кто любит увлекаться звуком, ставить усилители там и так далее, чтобы у него было разделение по всем 4 каналам. Потому что здесь, допустим, аудиопроцессор стоит очень хороший, и в эквалайзере есть возможность разделить, видите сколько, 32 канала по отдельности. Также вот на последних вкладках вы можете делить перед, зад отдельно, да, каждые 4 динамика можете разделить отдельно. Каждые 4 динамика можете разделить по частотам, да, для тех, кто увлекается вот этим звуком. И на магнитолах серии Plus и серии Premium точно так же стоит DSP процессор, который позволяет разделить на все 4 динамика звук. Но на платформе Topway эти 4 динамика, они идут как бы в основной шнур, то есть сразу на динамике. А если вы хотите подключить усилитель, то на платформе Topway вы ограничитесь только 2 выходами. Там нужно покупать разветвитель, а все, кто занимается аудиозвуком, они понимают, что разветвитель, он разветвляет только 2 канала. А тут у вас будет отдельные 4 канала на платформе Fit. Вот это, кстати, платформа Fit. На нем будет 4 аудиоканала. Это одно из основных отличий. В целом по железу они одинаковые, по аудиовыходам они разные. И платформа Fit, у нее более отзывчивые инженеры, они быстрее выходят на связь, и если какой-то баг, что-то произошел, они решают вопрос быстрее. А у Topway платформа считается там чуть ли не закрытой. Они пытаются запретить там распространение фейковых копий, они все равно распространяются, но не так быстро, как у Fit. У Fit больше есть вариантов всяких подделок на AliExpress и так далее, потому что эта магнитола находится в открытом доступе, у нее есть много различных там разработчиков, переработчиков, а платформа Topway, чтобы туда обратиться за исправлением бага какого-то, порой приходится очередь отстоять и долго добиваться от инженера быстрого ответа. Вот еще в чем у них есть основная разница у самих платформ. А так, в принципе, что Fit очень хорошо работает, что Topway очень хорошо работает. Вот, это я ответил на вопрос, в чем разница между платформой Fit и платформой Topway. В чем разница между платформой Plus и платформой Premium? Конечно же, основная разница это процессор 7862 и 9863. Изначально был создан процессор 7862, а потом постепенно сделали его аналог-заменитель 9863, он работает попроще. То есть, если у вас стоит процессор 7862, у него есть разделение. 2 ядра у него быстрых по умолчанию отключены, а 6 ядер работают постоянно. И если ему нужна какая-то, допустим, решить оперативно дополнительную задачу, он включает эти 2 ядра в тот момент, когда ему нужно. И благодаря этому процессор меньше перегревается и работает немножко быстрее, когда запущено одновременно несколько приложений. А процессор 9863, у него такой возможности нет, он запускает сразу все 8 ядер, он нагревается чуть-чуть больше и, соответственно, задачи решает чуть-чуть медленнее. Но если вы поставите эти 2 магнитолы рядом и начнете одновременно запускать приложение, вы эту разницу заметите. А если вы, допустим, в машине одну магнитолу себе установите, то эту разницу вы особо и не заметите. Скорость загрузки приложений и так далее, она различается там в секунду, может быть, в 1,5. То есть это микроскопическое такое отставание, что на некоторых даже телефонах медленнее работает запуск приложений, чем на магнитоле с процессором 9863. У него довольно-таки хорошая скорость работы. И еще, раз процессор 7862 он на порядок лучше, чем процессор 9863, то на него и ставят более улучшенные компоненты. То есть более мощный усилитель, это усилитель 7851, либо вы можете столкнуться с усилителем даже 7850 в некоторых случаях. На магнитолах серии Plus у Fit стоит усилитель 7838. Это тот самый аналог усилителя 7851, про него я говорил. На магнитолах серии Topway
с процессором 9863 стоит усилитель 7388. Вот еще в чем у них может быть разница. И соответственно серия плюс, она сделана максимально приближена к пользователю, у которого есть бюджет там, допустим, в 15 тысяч рублей. Это такой вот уже и не маленький, да, и не настолько вот большой бюджет, который есть в магазинах. Вот для них платформа серия плюс подойдет вообще идеально. А если же у вас есть возможность купить магнитолу, допустим, в пределах 20 тысяч рублей, то, несомненно, не скупитесь, выбирайте магнитолу серии премиум. Она будет работать с вами годами, она вас не подведет. Вот по какой причине я вас изначально просил задать себе два вопроса. То есть первый вопрос это ваши потребности, и второй вопрос это ваш бюджет. На нашем сайте есть иерархия абсолютно правильная, то есть цена и качество соответствуют друг другу. Чем выше цена, тем выше качество. И, соответственно, вы в первую очередь должны ориентироваться на свой бюджет и понимать, что на 10 тысяч рублей вы не купите ту самую магнитолу серии премиум, которую вам рекомендовали купить на ФОПДА. Вы не сможете прыгнуть выше своей головы. Но ведь отказываться при этом от устройства Android вам смысла нет. Вы можете себе взять, допустим, магнитолу серии Medium. Она вполне будет вас радовать точно так же, просто у нее будет меньше настроек, у нее будет всего лишь один виджет рабочего стола, но она точно так же хорошо работает, у нее есть хорошее звучание. Если, допустим, совсем у вас денег нет, можете взять себе магнитолу серии бюджет с той же самой памятью 2.32, она вполне нормально работает, она и с навигацией справляется, она и с видео справляется, со всем она справляется. Нормальная магнитола для тех, кто просто простой обычный пользователь и кому не надо там звук наваливать и так далее. Вполне будет достаточно. И после того, как вот я сейчас показал основные различия между магнитолами, теперь вы уже можете как бы более-менее в этом ориентироваться. Заметьте, вот этот вот последний отрезок, он занял меньше всего времени у меня, где я показываю разницу между магнитолами и говорю, чем они друг от друга отличаются. Но если бы я его просто вырезал отдельно и дал вам без той информации, которая была в начале, вы бы все равно ничего не поняли и возникло бы еще больше вопросов. Поэтому, если вы пропустили этот момент, эту предысторию, которую я сделал в начале, я рекомендую его все-таки посмотреть и про усилители, посмотреть и про радиомодуль, то, что я говорил, и про оперативную память, то, что я говорил. Я вам показал, в каких магнитолах установлен какой процессор, рассказал, какая будет разница, что вы можете ожидать от той магнитолы, что вы можете ожидать от этой магнитолы. Все, вот я думаю, что для этого ролика это будет достаточно. Если же вам нужно посмотреть отдельно каждую из этих магнитол, то вы можете посмотреть эти ролики уже отдельно на канале, там по каждой магнитоле, по какой-то 30 минут, по какой-то 40 минут, по некоторым магнитолам даже час видеообзора есть. Там есть тесты скорости работы процессора, там есть тесты скорости интернета и так далее. Все это есть в видеообзорах. Как работает выносной микрофон и так далее. Все это есть отдельно. Также на нашем сайте в каждом товаре вы можете зайти, допустим, выбрать бюджет, зайти в бюджетную магнитолу 2.32. Там в каждом товаре есть видеообзор, который вы можете посмотреть. Зашли в бюджет, посмотрели, понравилось, взяли, не понравилось, посмотрели следующую медиум, понравилось, взяли, не понравилось, смотрите выше, выше, выше и так далее. Максимально, что я мог показать через камеру, я вам показал. Ну, в этой ситуации мы просто мы уже здесь наши полномочия, все окончено. Еще раз прошу, если вы в этом видео увидели что-то полезное для себя, считаете, что оно поможет другим пользователям, если вы эту информацию знали, либо не знали, но считаете, что она будет полезна для тех, кто пытается выбрать магнитолу Android под свой автомобиль, прошу поделиться, там нажать кнопку поделиться, отправить самому себе и так далее, чтобы YouTube помогал это видео продвигать в просмотрах. Также, если вам что-то не понравилось, пожалуйста, в нормальном тоне пишите комментарии, говорите. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте вопросы адекватно, да, говорите. Я готов подискутировать там с любым вообще абсолютно человеком. Для тех, кто может сказать, ты не используешь неправильную терминологию и так далее, я уже при съемке уже устал подбирать вот ту терминологию. Я понимаю, что меня смотрят, допустим, 100 человек, из этих 100 человек один разбирается в терминологии, 99 не разбираются.
Это обычные там работники заводов, работники такси и так далее. Он не знает, что такое ЮИС 78, 62, 98, 63. Поэтому я вынужден подбирать обычные слова для обычных пользователей. Я не снимаю свой канал для экспертов, которые там измеряют амплитуды, им нужно знать, какой импеданс. Нет, зачем обычному пользователю эти понятия? Обычный пользователь, вот, до него я доношу информацию обычными простыми словами на русском языке. Поэтому, если вы где-то что-то увидели, что я говорю какой-то термин не так, не сердитесь на меня. Я общаюсь, я ролики снимаю не с целью поумничать, не с целью показать, какой я грамотный. Я снимаю ролики с той целью, чтобы люди смогли посмотреть, понять, подходит им это или нет, нужно им это или нет и так далее. А не с той целью, как крапива, показать устройство какое-то и сказать, что оно бомбически супер классное, и оно должно стоить поэтому 14 тысяч. Если вы начали уже что-то писать, то отвечайте до конца. Не надо потом убегать с обиженным видом, писать где-то комментарии, что ой, мне нагрубили, человек там плохой и так далее. Учитесь отстаивать свою точку зрения адекватно, аргументированно и прикладывать обязательно факты, ссылки там и так далее. Все это я же ведь на своих видео показываю, вот как оно есть. Если оно черное, я показал, что оно черное, зачем вы в комментариях пишете, что это белое, ну и так далее. Остальным людям удачи в выборе устройства, если вы уже купили устройство, удачи с его настройками, усовершенствованиями и так далее. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.